Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это Шум, прямой эфир, и мы вместе шумим и обсуждаем все самое важное, самое острое и самое интересное. Я благодарен всем, что дождались, что мы вместе, вот под старый Новый год, так сказать, будем говорить о том, что на самом деле абсолютно старые раны, да, вскрываются в новом свете Трампа под его скальпелем и, или, наверное, не скальпелем, а просто топором, потому что рубит он наотмашь. Направо и налево щепки летят. Будем это обсуждать, конечно. Будем общаться с вами, дорогие друзья. Все очень просто. Это Шум. Формат, в котором вы доминируете. И главное, я могу немножко там задержаться в прямом эфире, могу там что-то от себя сказать, но в принципе это все для вас. Для того, чтобы вы комментировали то, что происходит, и, так прям оторвались в комментариях. Для этого у нас есть возможности ваших вопросов в закрытом клубе телеграм-канал Шелест, закрытый клуб зрителей, а также в предложку, колобок, куда мы катимся. Уже некоторые люди написали письма, это мы тоже обсуждаем здесь, кроме всех этих больших и мега событий. Конечно же, да, в нашем сегодняшнем эфире вы можете поучаствовать и прям написав на экране, чего хотите, это QR-код позволяет, и, конечно же, воспользовавшись там суперчатом, суперстикером, в чате трансляции. Там уже, кстати, запустилась потихонечку перекличка. Итак, перекличка. Да-да-да, опаздываем. Есть такое немножко. Бремен с нами. Крым, Судак, Екатеринбург. Привет со Старым Новым Годом. Привет. Привет большое. Заждались уже. Дорогая, с наступающим Новым Годом друг друга уже люди поздравляют. Это очень прекрасно. Краматорск шумит. Одесса, Волгоград, Италия, Торино, Турунчук шумит. Значит, с нами шумит село Шум, впрочем, как обычно. Прага, Тольятти, Пинск, Ханты-Мансийск, Исаква, штат Вашингтон, Винница также шумит, Лондон, Прага, Сочи, Кишинев, Сибирь, Алтай на связи, Вена, Харьков шумит, Алматы, всех обгонит Минск, Беларусь, Москва, значит, привет ХТЗ, привет в ХТЗ, Новые Петровцы, привет Новые Петровцы, Ханты-Мансийск шумит, Париж, Лондон, Колобжег с нами тоже. Пламенный привет от харьковчанина из Кюстедила, Болгария. О, господи, вот это населенные пункты. И, правда, надо поставить лайк. Друзья, игра в города для того и нужна, чтобы вы слышали какое-то интересное, замысловатое название, или регион, где близко, или регион, где бывали и знаете, или там находитесь, и поставили лайк. Мариуполь, Балхаш, Александр Афины с вами. Шумит Урал, шумит Киев в темноте, но шумит, и это особенно приятно. Много будем говорить о вас, и о Луганске тоже поговорим, конечно. Он тоже на связи. Сыктывкар, Цюрих, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, USA. Вау, ничего себе, шостка. Александр, да, спасибо большое за поздравление с Новым годом. Кузнецк, Занзибар, Николаев, Ялта, город счастья. Полтава шумит. Конечно, Салтовка. Харьков, Вышгород, Донецк, значит, Снежное, Щучинск, Санжейка. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, в опросе нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. Итоги кадровых голосований в Раде. Ой, что называется, приплыли на самом деле. Значит, без кого в воюющей стране труднее будет, исходя из того, что происходит сейчас, да, то есть и без кого. Значит, глава СБУ, Минцифры, Минэнергетики, Минобороны. 4 позиции сегодня вакантны. Сорвалось голосование, об этом поговорим немножко позже, коснемся этого в нашем сегодняшнем шуме, но это просто парадокс. Было, такого не было. Все же прикрывались войной, военным положением, а тут раз, и все. И вот вам в глаз, как говорится. То есть эти 4 ключевые позиции... Никого не проголосовали. Вот докрывалось, вот доуправлялись. Глухов шумит, Славянску привет, Часов Яр, Кривой Рог, Брно, Чехия, Радомско, Польша, ранее Краматорск. Да, Минфин, смотрите, там все есть. Это именно ротации, которые сегодня произошли. Тюльган шумит, привет, Каховка, привет большое, Миннесота шумит, из Риги привет,
Пахтаабад, Узбекистан. Привет, Узбекистан. Привет из Самарканда. Спасибо большое. Махмутлар. Спасибо. Берлин. Значит, Салигалич с вами. Чебоксары. Копенгаген. Рим с шумом. Тольятти. Кто из Нижнего? Тут спрашивает пользователь. Отзовитесь. Спасибо большое. Белгород тоже на шуме. И Львов с нами. Друзья, всем большое спасибо за то, что пишете в города. Я традиционно призываю, даже если смотрите в записи, понимаю, время позднее, часовые пояса у всех разные, но напишите в комментариях даже в записи, если смотрите, что, собственно, как бы откуда вы, да, и что думаете по поводу того или иного. Начнем мы не столько с самого острова, но он сейчас развивается, это вот прямо сейчас острейшее событие, вот там, если, например, взять, ну так, да, навскидку свежие новости, Трамп призывает американцев покинуть союзников и американцев и союзников Соединенных Штатов Америки, Иран, в общем, сейчас вот это все раскручивается, судя по всему, будут бить по Ирану. С пиццей уже в Пентагоне не работает, потому что, давайте откровенно, там уже научились заказывать, корпоративчики проводить, и много заказывать в баре, там, пиццерии, и поэтому там сбивают с толку. Но на самом деле эскалация уровня просто самого, что ни на есть большого. Судя по всему, протесты сами по себе аятоллу не сбросят. Судя по всему, в общем-то, действия правящего режима в Иране, они четкие, планомерные. Отключение Старлинка, вычисляют людей, у которых есть Старлинк, находят тех, кто поджигал мечети. Да и вообще сам факт поджога мечетей, конечно, как бы отвернули многих иранцев от этих протестов и переборщили. Вот кажется, тут как бы два варианта. Или тут ксировцы провокаторов забросили, или переборщили американцы и вот эти силы, которые шатают Иран. В каком смысле? В том плане, что, ну, можно там аятоллу не любить, можно там ностальгировать по шаху, по тому времени, можно все, фотографии сравнивают, там все сравнивают. Однако, когда ты, ну, жжешь мечеть, ну, простите, ну, как бы ты наоборот от себя отталкиваешь. Но американцам этого всего не понять, да вообще западному миру в последнее время не понять вот эти религиозные чувства, порядки, домострои разного толка и разных народов. В общем, сегодня кажется, ну, сегодня-завтра, может быть, в ночь, кажется, что-то начнется. Об этом свидетельствует много разведпризнаков. Ну, а, собственно, предварило это очень интересное решение Трампа о пошлинах. В общем, немножко по порядку. Эти минуты решается судьба новой спецоперации. Трамп все-таки нанес удар по Ирану. Пока не военный, а экономический. Идут разговоры о более жестких шагах. Президент США все больше склоняется к ударам. Сегодня Трамп обсудит конкретные шаги с командой по национальной безопасности. Госдеп уже призвал всех граждан США немедленно покинуть Иран. Это восстание. Так оценивает ситуацию Владимир Зеленский. Вот, понимаете, смотрите, тут очень интересно. Это материал вот этого белорусского, абсолютно, то есть, да, нужно же смотреть вот этого нехты, да, вот этой нехты, там, где Протасевич, вот этот, оказывается, агент Лукашенко, но они же как бы работают, освещают. Смотрите, то есть, понятно, нанес удар, там, санкции ввел, но надо же Зеленского показать обязательно, надо же лукашизм шатать, тут с берега океана опять появился товарищ Тихановский. В общем, это же целая работа, и это очень интересно, как это освещается. То есть, смотрите, идет Трамп, нагнетает, он намерен бить. Зная вообще Трампа, ну, то есть он может резко и неожиданно говорить: ой, я так поговорил с Хамини, хорошо, такой классный мужчина, так это все. Ну, судя по всему, этого не будет, тут все зашло слишком далеко, но они вплетают сразу Зеленского, представляете? Зеленского, который сегодня отметился вот таким вот сообщением на фарси. Он прям обратился, это же Иран, весь мир с Ираном, по принципу весь мир с Украиной. Вообще, конечно, когда вот это мы оборачиваемся назад и смотрим на события сегодняшних дней, немножко трезвеешь. Короче, все должно быть по-другому, написал Зеленский. В общем, надо сбрасывать режим в Иране. Представляете? Ну почему? Потому что Иран же тоже много вреда создал. Он же передал технологию этих шахедов, которые превратились в герани. Короче, Зеленского втулили опозиціонери білоруські. Представляєте? Кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є. Каждый нормальный человек хочет, чтобы народу Ирана повезло избавиться от режима, который там есть.
это надо записать. Это надо записать и, ну, приберечь эту фразу Литвина, который ему вот это вот, собственно, и написал. Каждый хочет. Ты нормальный человек, значит, ты хочешь, чтобы Иран перевернулся. Высказался и канцлер Германии. Я предполагаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима. Похоже, Мерц что-то знает. Вы понимаете? Это же просто цирк. Похоже, Мерц что-то знает. А знает что? Это тот самый Мерц, который вот буквально пару дней назад вышел и говорит: мы введем войска, мы будем там, мы станем, мы поможем. Ну, если Россия разрешит. Похоже, конечно, он что-то знает. У этого Мерца колоссальнейшая проблема. Там уже выходит Вадефуль из АДГ, которая стремительно набирает обороты и говорит: ребята, нам Европа не нужна, мы за суверенное государство. Короче, должна быть ликвидирована Европа. Это если коротко, да, вот ее пламенную речь, последнюю, ну вот крайнюю из тех, которые стучатся в сердца немцев. А Мерц, конечно, что-то знает. Понятно, сейчас Израиль, сейчас точно так же там досрочно собирает военный кабинет в связи с ситуацией вокруг Ирана. Короче, нагнетание идет жуткое. Да, он призывает всех убраться, союзников из Ирана. Короче, вот создается впечатление, что что-то сейчас как будет. Что-то сейчас как будет. Так а что есть? А есть одище. Это список тех стран, которые торгуют с Ираном. То есть это все, ребята, страны, которые обложили пошлинами и объемы торговли. Понятно, там 18 триллионов, это, да, вот Китай самый главный, Арабские Эмираты полностью союзник. Ну и поехали. Индия, Турция, Франция, Бразилия, Италия тоже в этом списке. И Германия. Ну, Мерц-то точно что-то знает. Абсолютная история противоречивейшая. 25% с бухты-барахты против всех этих стран. Реал обнулили. Вы представляете? Ну как обнулили? Искусственно. Есть, плюс-минус, все открывают Google, смотрят курс. Ну, он там ориентировочный, понятно, купи-продай любой валюты. А тут 1 миллион долларов, точнее как, 1 миллион реалов за $1. Понимаете? То есть искусственно сказали, все это... понятно, что реал так не стоит. Понятно, что можно хоронить... это тоже информационная спецоперация по похоронам режима. Но Аятолла не сдается и, собственно, правильно делает. Потому что кроме... целыми днями, да, вы видели, что, в общем, Маск давал спутники Старлинка. Так вот, все в порядке. Иран... Значит, сообщает Guardian, после отключения интернета создаст свою национальную сеть. Значит, еще больше ограниченную от мира, чем в Китае. Иранское информационное агентство IRIB опубликовало список всех интернет-сайтов, которые теперь будут доступны в Иране. Туда вошли поисковые системы иранские картографические навигационные сервисы, иранские приложения обмена сообщениями, даже иранский потоковый сервис, это Netflix местный, который одобрил Аятолла и правительство. Все сайты являются частью усилий Ирана по созданию национального интернета. Упрощенная версия сети значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством, практически оторванная от внешнего мира. Вот так вот. То есть решили напасть на интернет, они делают, скажем так, такого рода ограничения. Ну и понятно, атака беспрецедентная. Ужас, который творится в Иране, я думаю, все вы видели. И, собственно, о том, как влияет именно интернет на эти протесты, как засылаются провокаторы. Ну и Трамп подливает маслица в огонь. Подливает и подливает. Иранские патриоты... Пишет он у себя: продолжайте протестовать, берите под контроль свои институции, запоминайте имена убийцы тех, кто злоупотребляет властью, они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Где-то мы уже про эти убийства слышали, где-то, в украинском кейсе точно так же, говорит, убийства должны прекратиться. Да ладно, есть Трампу дело до убийств? Ему есть дело до Китая, ему есть дело до нефти, ему есть дело до того, как сменить, сбросить и поставить условного шаха, который
лично меня сегодня просто убило, да, когда он дает западному изданию интервью, включается по видео, и ему спрашивают абсолютно нормальные вопросы же задаются, а вы, получается, призываете всех протестовать, толкаете под пули, под КСИР, под силовиков, ожесточенное же сопротивление, убивают силовиков, силовики убивают протестующих, ну, как бы, зачем вы это делаете? Он говорит, это война, на войне есть жертвы, то есть шах у жертвы, окей, а тут вот, видите, не встречусь ни с кем, пока не прекратятся убийства. Кажется, на мгновение лично мне, что Трамп начал отползать. Санкции, точнее эти пошлины, тарифы, это тоже элемент отползания. Если бы режим пал в течение первых там 3 суток, ну тогда да, тогда и тарифы не надо вводить, быстро все поменялось. А эти тарифы, это, я не скажу, что очень надолго, но это план такой, что дрогнут как раз-таки союзники Ирана. Но те, видите, не дрогнули. Технологии по глушению старлинков, технологии по интернету закрытому, к этому только идет Россия, и это полным ходом есть у Китая. В общем, уже есть, как прям по мановению волшебной палочки подготовили все иранские поисковики, даже Netflix. То есть все нормально, все под контролем, все давайте. И вывели антимайдан большущий, и точно так же там жгли вот эти портреты. Правда, не подкуривали от этих портретов, но тем не менее жгли иранцы. Грэм штатный подпевала и в украинской войне, и в иранской, везде он ему подпевает. Синдром отвращения к Трампу появляется у всей демпартии. Храбрые мужчины и женщины в Иране продолжают протестовать, потому что они знают, что у них есть такой союзник в лице Трампа. Левые не могут смириться с тем, что в кои-то веки мир наконец-то прислушивается, когда говорит «наш президент». В кои веки мир прислушивается, когда говорит президент Соединенных Штатов Америки. Лизнул так лизнул, шершавым, да прям вот в дырочку. Однако он подставляет Трампа, потому что если не выгорит, Трамп проиграет. Это будет его поражение. Трампа от этого, реноме поражения и от того, куда его заводит его окружение, те, кто присел ближе всего на уши, уводит только один такой характерный у него, скажем так, характерный такой его жест, он быстро может все забывать. Буквально вот сегодня, к вечеру, у него спрашивают, что по поводу тарифов, кстати, которые вновь образовались против ключевых стран Индии, Китая, Турции, Арабских Эмиратов, прямого союзника. У него говорят, так от тарифов вы же обещали по $2000 на рыло в Америке, каждому раздать. Он говорит, я обещал? Да нет, это что, я не помню, вы что? И сидит журналист и не знает, что дальше делать, понимаете? То ли шутка, все посмеиваются. Когда он несет ахинею, когда он публикует ахинею, все посмеиваются. А смешного здесь нет. Иран уже заявил вчера о том, что накажут за Трампа, да, он получит наказание, все подготовлено. Жужжалка, то есть вот эта радиостанция судного дня уже с намеком на новую смертоносную ракету Ирана публикуют буквы и тексты, и вполне себе Иран вряд ли будет, скажем так, отсиживаться молча, или не будет отвечать на удары, или не будет отвечать войной. Какие силы могут зайти в Иран? Сахал. Но его не так много, у него будет достаточно плачевная судьба. Единственное, что могут эти силы сделать, совместно или не совместно, коалиционно или американские, это откусить какой-то кусок и там сидеть, королевать, привести шаха и сказать, вот твоя, собственно, западная часть Ирана. Сухопутно будет очень сложно. Нет, есть вариант, конечно, ликвидировать аятоллу, это тоже аналитики рассматривают, однако после похищения и доставки в суд Мадуро, ликвидация, это будет уже too much. Очень и очень серьезный шаг от Трампа. В общем, не так много действий вот сейчас. Он столкнулся с определенной историей, когда отбомбиться по Ирану можно, но ты поджигаешь Ближний Восток. Иран и режим аятоллы, КСИР, не будет сидеть сложа руки, у них есть чем ответить по базам, у них есть чем ответить по тем, кто за американцев, да, и по самим американцам тоже. Достаточно грозно
выглядят заявления со стороны Ирана. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани пишет, что мы объявляем имена главных убийц иранского народа, и это Трамп и Нетаньяху. Нетаньяху первый побежит, это же его, это вот он добивался это 12-дневной войной, этими бомбежками, и вот сейчас, это же прям момент истины, пора повоевать с Ираном по-взрослому, как по-взрослому, американцев тянуть. Но Трамп слишком хитер, втянется вряд ли, и своих жертв, не допустит, так как где будут искать жертв? Пока что это иранские люди, одурманенные интернетом, одурманенные вот этой всей историей, побежавшие протестовать и получившие пулю. 500, 600 человек, 1000, есть уже такие цифры, которые гуляют, сколько пострадало. Но и понятное дело, да, вопрос, кажется, часов, по крайней мере, к этому подводят. Что предпримет Трамп? Бомбежка не даст ничего стратегически. Наоборот, нужна будет новая бомбежка, еще бомбежка. А ракеты-то дорогие, а вот это вот куда бить? По дворцу, по режиму, по центрам принятия решений. В общем, остается много вопросов, и очень скоро все, кажется, разрешится. Очень скоро. Тем более, что Bloomberg и другие мировые издания напоминают всем, что Иран поставил России ракет почти на $3 миллиарда, потому что контракты на поставку ракетного вооружения еще до полномасштабного вторжения в Украину заключены. И об этом сообщил западный чиновник по вопросам безопасности на условиях анонимности. То есть, представляете, $3 миллиарда еще до Украины. Есть такой контракт. Выполняется он или нет? Есть вариант проверить. Конечно, армия тоже не лыком шита. Армия Америки. Сегодня выходил Илон Маск, он с Хекситом говорил: «Стартрек сделаем, мы будем лететь, общаться с инопланетянами, вот это вот все, люди в космическом корабле, у нас там новая технология, новое оружие». Действительно, об этом сегодня обстоятельно пишут. Тот же Нью-Йорк Пост, будет использовать нейросеть, Пентагон будет использовать Маска, которая будет мониторить соцсеть Маска для принятия военных решений. Министр войны Хэтсет сказал, что Пентагон активно внедряет искусственный интеллект в свою работу. В декабре все засекреченные и незасекреченные сети пустили туда Gemini от Google, а к концу января пустят Grok от Илона Маска. Заявляет также, что сотрудникам Министерства войны будет предоставлен ведущий в мире искусственный интеллект с доступом к военным IT-данным для повышения технологических инноваций и эффективности военных операций. Grok будет работать с незасекреченной информацией, а какой-то другой секретный искусственный интеллект уже готов. Gemini занимается исследованием, форматированием документов, анализов медиаконтента для 3 миллионов пользователей. Поэтому, в общем, вот эти вышеперечисленные варианты искусственного интеллекта вовсю включаются в войну. Они даже думать не будут, что делать с Ираном. Пускай машина думает, пускай они будут просто исполнять это. Но пойдет ли Трамп на такое решение? Все-таки Трамп привык тоже головой варить. Иногда проблесками. Поэтому грозная, собственно, Америка, в общем, будет наносить удар по Ирану. Совсем скоро. Посмотрим, что это будет за удар и, в общем, чем он обернется для самой Америки. Тем временем Трамп, точнее, Белый дом, его подчиненные публикуют вот эту фотографию. Мы обсуждали на прошлом шуме, когда он подскочил внезапно и решил посмотреть на дверь строящегося бального зала в своем, скажем так, Белом доме. И он говорит: ух ты, ух ты. В общем, это взяли вот так по фотографиям и написали, что, посмотрите, Гренландия. Тут, может, не видно, там как бы за окном остров, да, и он на него смотрит, смотрите, смотрит на остров, смотрит. Быстро ответили Трампу в тех же социальных сетях гренландцы, то есть вот 2 фотографии, и они вот, собственно, говорят: нет, пошел вон. В общем, сейчас активно датчане
собственно, вот эту вот историю с Гренландией качают в каком плане? В плане противодействия. Даже, говорят, будут воевать. Некоторые уже посмеиваются, говорят, подождите, с Данией это Украина заключила оборонное соглашение, а мы там тоже, ну, мы, украинцы, тоже должны защищать датчан. Получается, надо перебрасывать ВСУ в Гренландию. Не, ну всяко лучше, чем под Покровском или в посадку, куда тебя как бы запхнут. В общем, такая, да, доводится до абсурда ситуация, хотя Америка что говорит, мы хотим купить. Купить. Но цены особо не называют, там на каждого гренландца назвали какую-то сумму, а вот в принципе, что это за сделка? Конечно, нормальный подход, можно было заломить цену, но тут же принципы, а как же? Ну, Дания, кстати, справедливо говорит, НАТО, помоги. Ну, а НАТО крутит, виляет хвостом, говорит, да вот нет, да вот давайте, все-таки давайте жить дружно, мы, ну, Рютте и Леопольд, понимаете, все вот в этом ключе. То есть серьезно к ответу, ну, говорят только в Дании, в НАТО, потому что США это и есть НАТО. И вот тут возникает самый острый момент вообще для Европы как таковой. А что из себя представляет Европа под зонтиком НАТО? А кто платит 5%, а кто не платит, еще не дошел до этого? А вообще, а стоит ли платить? Получается, ты как бы платишь, а как это, патрон НАТО берет и забирает твое. Ну ты ж платишь, мы же с тобой союзники, давай сюда. В общем, куча аналитики по Гренландии, и действительно она Трампу нужна и по редкоземам, и по бизнес-проектам большим, и по другим вещам. И Трамп сейчас как бы вот бросается и в эту сторону. Но вот Иран это именно военное, судя по всему, пока, да, по состоянию на эту минуту ждут какое-то решение. То с Гренландией все-таки военного решения не ждут. Это все, конечно, очень красиво звучит. Ну там британцы на измене. Короче, все очень и очень переполошились. Потому что как такового захвата, ну там горстка этих гренландцев, ну нет. Причем сразу начинает там Дания, говорит, да мы ж вас любим, да вы ж наши гренландчики. А те, которые при власти, ну то есть при кормушке, при власти, те, которые, они же понимают, что если Гренландия вдруг станет штатом, а там подали уже в Америке республиканцы, где четко написали, вот нормально. Аннексия Гренландии и статус штата. Конгресс. Голосуй. Посмотрим, как проголосуют ли. В общем, тоже очень интересная интрига в контексте Европы. И как хорошо, что у нас по Европе есть очень, очень умные специалисты. Кулеба в «Украинской правде», кроме того, там, что Украина откажется от территории, еще чего, он про судьбу Европы размышляет. Слушайте, так интересно. На вашу думку, Європейський Союз буде так потрошки занепадати бюрократично? Чи це може переродитися в щось інше? Ні, Європейський Союз буде, як проєкт європейської єдності. Україна буде в Європейському Союзі. Ставим лайки, подписываемся. Это же все. Вы понимаете, вот он прогноз. Вот это я называю прогноз. Значит, смотрите. Европейский Союз будет. Украина будет в Европейском Союзе. Для нас це відновлення, інструмент. Для нас это инструмент восстановления. Конечно, мы будем в Евросоюзе. Відновлення. Б. Це єдиний шанс в реалістичній перспективі Україні опинитися в складі середніх сил, а не третього світу, задача якого просто виконувати забаганки першого світу. Бо... Так, смотрите, понимаю, что там на ускорке украинский, может там по звуку не улавливается. Смотрите, для Украины это, ну, А, да, понятно, и Б. Единственный шанс оказаться в звене средних стран для Украины, потому что есть третий мир, который исполняет все прихоти главных больших игроков. Кулеба, мы сейчас страна третьего мира, исполняем все прихоти? Нагадаю, що ЄС належить в тій конфігурації світу, яка зараз з'явилася, єС належить до middle powers, до середніх потуг. І для Middle powers. Средненькая сила. нас єдиний шанс бути середньою потугою – це бути в складі ЄС. Не принижую національну гордість, от дивлюся. Ми будемо обов'язково великі і самостійні, але не зараз. На найближчі десятиліття нам треба бути там. І В, ну це реально така річ, як цивілізаційний вибір. Тобто ніяка модель окремого українського шляху не працює. Значит, смотрите, по-моему, он этот человек себе подписал, я вот специально, смотрите, там большое интервью, все расхватали всякие там, вот, никакого
никакой модели отдельного украинского пути не существует. И шанс стать в среднюю силу, перестать быть страной, которая прихоти выполняет. Вот зачем нам Евросоюз. Но он расписался просто в своей политической кончине, если вдуматься в то, что он сказал. Но опять-таки, у нас же не принято вдумываться. У нас вот это вот все. Там, они же там как общались о чем? Там он недавно был у Зеленского. А как вы поговорили? А он говорит, а ты шо? А ты как? А ты шо? А шо ты? Вот прям вот так, я прям пересказываю. Не хочу просто на это время тратить, на эту болтовню. Что говорит нам об уровне. Шанс от третьего мира прыгнуть хотя бы вот во вторую лигу, чтобы там вот среднюю силу продемонстрировать. Политика просто деградирует. Политика убийственно деградирует. Кулеба вроде как в очках, вроде как с образованием, дипломат, вроде с опытом. Да, 1,5 года не виделся с Зеленским. Да, там что-то они побили горшки с Ермаком. Да, понятно, это все внутренние интриги. Но вроде он же преподает там в каком-то университете. Что ты мелешь? Украина, для нее не существует своего пути. Это прям надо отметить, это прям надо зафиксировать. Напишите, что думаете в комментарии, согласны с Кулебой? Ну и плюс, конечно, он расписался в том, что мы страна третьего мира, которая исполняет чужие прихоти. И это в той тяжелейшей ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вообще политика в мире деградирует. Ну давайте посмотрим на этот middle power, ну типа среднюю силу. Вот Мершаймер нам четко говорит про Украину и что будет дальше. Но Мершаймер не видит, это профессор из Чикагского университета, он не видит того, что видит Кулеба. Вот эти 2 профессора преподают на Западе. Один Мершаймер, другой Кулеба. Вот сравните. Будьте готовы к тому, что в ближайшие месяцы риторика западных СМИ начнет плавно меняться. Тот самый Зеленский, которого вчера называли новым Черчиллем, начнет подвергаться критике за авторитарные методы, за коррупцию в его окружении, за ошибочные военные решения. Это стандартная процедура подготовки общественного мнения к сбросу актива, который перестал приносить выгоду. Западные политики будут стараться дистанцироваться от него, чтобы не делить с ним горечь поражения. Это жестоко, это несправедливо, но именно так работает политика великих держав. Политика великих держав работает так. Сбрасывают ненужный актив. И публикации на фарси, какими он старается показать, что он нужный актив. Он нужный актив. Он бомбит российские заводы, он бьет по танкерам. Правда, сегодня как-то так ударил. Ой, а там казахские суда, и нефть казахская, и как-то вот там, да, там страны непонятно какие, но, в общем, как-то неудобно получилось, но его будут сливать как актив. Так в какой мы лиге? 3-й, 2-й, или вот о чем Мершаймер говорит, о политике великих держав? В конечном итоге все вернется к тому, о чем я говорил многие годы, к необходимости великого компромисса. Но теперь этот компромисс будет заключен на условиях гораздо худших для Запада и Украины, чем те, что были возможны в 2022 или даже в 2014 году. Мы потеряли время, мы потеряли жизни, и мы потеряли влияние. И все ради того, чтобы в итоге прийти к тому же результату, который был очевиден с самого начала, к нейтральной Украине в сфере интересов России. Ну, это вот как бы русский пропагандист. И ПЦО, наверное, тулит. Про политику великих держав говорит. Что он там понимает? Вот смотрите, Британия, великая держава. Министр обороны великой державы Британия приезжает в Киев. Он трусится по вагону, там в момент прохождения по территории, там по Западной Украине был удар, он там это все видел, поехал в Бучу, раньше ездил в Бучу, сейчас он там где-то на Дарнице прибыл. Я бы взял под стражу Путина. Министр обороны Великобритании Джон Хилли во время своего визита в столицу Украины однозначно ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent. Я бы взял под стражу Путина, чтобы он ответил за эти военные преступления. За то, что я видел в Буче во время одного из своих первых визитов в Украину. И за похищение украинских детей. Стоя у разрушенной многоэтажки в Дарницком районе Киева, Хилли сказал прямо: это здание говорит все, что нужно знать о Путине, о войне против гражданских городов и инфраструктуры посреди зимы. Вот так вот. Все, война посреди зимы. Это все говорит о Путине. Вот так. Это великая же держава. Британия. Молятся же все на нее. А в это время, собственно, мы видим
просто неимоверно разворачивающуюся трагедию. Трагедию инфраструктурную, трагедию ужасной зимы, трагедию, которая ну, по-настоящему волнует. Страна на генераторах, ну, пытается прожить. Вот Ирпень. Шнур тянется аж высоко, там, на 3, 4, 5 этаж, пожалуйста. И это так, для примера, да, просто интересно название канала «Ирпень не спыть», конечно, Moscow Never Sleep. Произошел перелом, очень серьезный. По графикам не только света и работа супермаркетов. В некоторых областях из-за отключений света, вот это вот на этом фото, Сельпо, в ТРЦ «Голливуд», Черниговская область. Магазин работает с 13:30 до 17, с 20 до 22. Причем подобная ситуация наблюдается во многих регионах. Ну и в Киеве, конечно. Вот Оболонь, АТБ. Люди пошли, холодно, мороз, зима, все закрыто. Причем еще вчера, вот буквально вчера, есть при СНБО имени Умерова Центр противодействия дезинформации. Говорят, все, и вчера эта информация была, все ИПСО, продуктовые не закрываются. Ну, а сейчас попытались как бы объяснить. Новус говорит, мы сейчас в непростой ситуации, перебои с электричеством, команда Новус делает все возможное, чтобы возобновить работу магазинов, быть рядом с вами. Отключение, не все магазины могут работать в привычном режиме. Просим заранее проверять актуальный график работы по ссылке. По ссылке. Хотел выругаться. Проверяйте. Хочешь в Новус за продуктами сходить? Зайди по ссылке, глянь, работает или нет. Удобно же. Вот Сельпо. Гости. Ну, типа, любимые гости. Даже дни длительных отключений электроэнергии мы пытаемся оставаться рядом, чтобы у нас была поэма просто. Из-за низкой температуры и частичные блэкауты оборудование в отдельных супермаркетах выходит из строя. В таких случаях супермаркет может быть ненадолго закрыт. Одновременно команды на местах делают все возможное, чтобы быстрее возобновить работу. Чтобы узнать, работает супермаркет, напишите нам в соцсетях. Позвоните на горячую линию. Мы очень любезно вам подскажем. Самое ближайшее Сельпо. Как они... Да? То есть, смотрите, это как по уровню цен. А вот АТБ, да, вот, который на Оболоне. А у них потужно. Они вот прям молодцы. В связи... Это ж потрясающе. В связи с распространением в целой там нысти, в общем, везде, в информационных ресурсах и социальных сетях недостоверной информации о том, что закрываются магазины АТБ в Киеве и Киевской области, потому что нет электричества. Официально заявляем, информация не соответствует действительности. Это фейк. Фейк. Манипуляция. Сознательная информационная кампания дестабилизацию общественных настроений вызывает в сложных условиях. По состоянию на сегодня все магазины АТБ в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании обеспечены автономными источниками питания, в общем, бла-бла-бла, все хорошо. В отдельных случаях технические и логистические трудности. Компания, конечно, оперативно действует, в общем, и торопимся восстановить работу. Значит, представители медиа и администраторы информационных каналов, в общем, Telegram, наверное, имеется в виду, пользуйтесь проверенными фактами. Такое ощущение, что АТБ, вот это вот, там в администрации какие-то эти, из ЦПД и АТБ, это одно и то же, понимаете? Такая тональность. Так закрываются магазины или не закрываются? Ну, конечно, закрываются. Ломаются генераторы. Продукты спасаются, вывозятся, перемещаются в склады. Те, которые там быстро... Понятное дело, что это быстро не восстановишь. Понятно, что супермаркет по графику, если так дальше пойдет, станет нормой.
станет нормой. А это вот сегодня вечером. Киевская Оболонь. Очередь. Очередь в общественный транспорт. Это там, где все заменили, весь электротранспорт заменили на автобусы, стараются. Вот очередь, пожалуйста, все выстроились. Длиннющая. Киевляне, ну, просто сейчас в шоке, да, у них маломальски у многих есть интернет, да, и они вот о себе рассказывают удивительнейшие просто истории. Один потужный день из жизни потужного украинца в потужной смарагдовой Украине 2026 года за окном. Минус 20, машины замерзают, люди замерзают, в доме холодно, нет света и воды. Ты ждешь. Что ты ждешь, бля, чудо, наверное, но оно не приходит. Только Ну, а это истерическое смех. Чудо не приходит, только вот, пожалуйста. попадай в магазин, в котором есть генератор, в надежде рассчитаться безналичкой, потому что налички ты уже несколько лет в руках не держал. Ты покупаешь продукты на неделю, но чтобы не повторять это прекрасное путешествие еще на этой неделе, приезжаешь домой, сидишь тупо в холодной машине, потому что у тебя нет сил затарабанить 10 килограммов на 15 этаж. Но свет не приходит. По графику, вне графика. Света просто нет. И ты решаешься в этот путь и думаешь только об одном. Благослови Боже потужных и потужного Миндича. И Миндича, и всех, и все как хорошо. И вот 15 этаж, и под музыку из «Титаника», очень, кстати, актуальную, долазит женщина на 15 этаж с пакетом сумок, закупов на неделю. Так это Киев, столица, о которой должны позаботиться. Вот так вот они, вот так греются в киевских квартирах, например. Четвертый день без всего. Вот, пожалуйста. Значит, берут газовую горелку, сооружают вот такую приблуду из кирпичей. И вот, собственно, вот такой приспособой на газовом баллончике, в общем-то, да, пытаются как-то выжить. Ну, вот максимум 16 градусов. Максимум 16 градусов. По поводу этих газовых баллончиков, кстати, отдельная история. Опасно же. Ну а что делать? Взриваються ось такі газові плиточки портативні, які працюють на цангових балончиках. Дивіться, неправильно підбирають балони. Якщо ви берете балончик з короткою юбкою, це з високою юбкою балон. А там, якщо ви берете з короткою юбкою, оця штучка буде коротша вона. То Смотрите, нет, это, конечно, очень здорово и замечательно, что люди вот делятся. Ну, он почему делится? Он продает это, да, он всем объясняет, чтобы к нему шли и покупали. Вот это вот там 500 гривен стоит, например, да, ты берешь эту горелку, ты должен разбираться в юбке баллончика газового. він стає сюди неправильно. Тобто він може десь його, коли ви його ось тут піджимаєте, да, це чітко підійшов. А так може десь наперекос стати, він буде травити тут газ, тут вроді горить, і потім він находить, і потім фух, і спалахує. От із-за того, ну і загораються ці такі плиточки. Тобто правильно беріть хорошу плиточку, правильно підбирайте газові балончики, і все у вас буде працювати. 550 гривень всього-навсього коштує плита. Балончики окремо теж можна замовити. Все, заказывайте. Они вообще все, ну как бы, да, нормально. То есть торговля идет, ну хоть как-то люди пытаются выживать. Вот, пожалуйста, плиток накупили, продают. Вот нормально, чтобы у тебя было с чего приготовить. Вот тебе газ, потому что 15 этаж, там, ну, это не газифицированные дома, это все на электроплитках. Нет, собственно, возможности приготовить себе что-то. Нет. Ну, понимаете, просто доходит до смешного, что на этих продажах люди, правда, пытаются чему-то учиться. Покупать то, о чем раньше не думали. А сейчас приходится думать. Ай, ну, некоторые, конечно, свои товары, другие, но очень позитивно. Потужно же. Потужно. Все смеются над словом «потужно». Но позитивно же представляют ситуацию. Вот мужик паркетом торгует. 40 годин нема світла. І що ми робимо? Одягаємо шапки і дивимося, яка у нас температура. Зараз покажу, яка температура в квартирі. О, 8,8 градусів. Ну нічого страшного. Шапку одягнули, зараз 10 покривал і буде все добре, можна спати. Паркетна доска від 1390 гривень по Україні, безкоштовна доставка. Да. Всім добра і гарного вечора, тепло. Да, покупай паркетную доску. Из нее очень хорошо сколотить гроб, понимаете?
Нет, ну на самом деле, ну надо же позитива. Зачем это? Зачем? Надо позитива, надо о хорошем. Шапку одели и все. 8 градусов у человека дома. 8. Самое время обмотаться в паркетную доску, сделать себе из нее деревянный костюм и там жить. И еще вот такую эту поставить на газовой плите, собственно, из кирпичей, с каким-то, ну, скажем так, вариантом печки. Дошло уже до того, что абсолютно, ну, я люблю, кстати, этот сегмент показывать, да, блогерш, инфлюенсеров, абсолютно люди, которые там рассказывают, просто кривляются на камеру, там просто собирают подписчиков, показывают там свой образ жизни, ну, в общем, за ними там наблюдают люди, они уже смеются над этой всей потужностью. Это уже просто истерика у людей. Прям только что рубанули свет. А я вот лежу и думаю, а где по миру, еще так как в Украине в 21 веке, в 25 году выключають світ? Є такі страни? Или ми одна найпотужніша, сама найкраща смарагдова страна? Смарагдова страна, ну изумрудная, да? Зеленая же. Самая лучшая страна. Есть вообще в мире еще такие страны? Конечно, нет таких стран. Сейчас она рассказывает, к чему этот тон, к чему этот сарказм, к чему этот юмор. Интересно, вот мне такой вопрос. Есть еще такие страны, где выключают свет? Где заботятся о людях? Вот, например, сейчас я могла бы пылесосить, убирать, что-то там копошиться. Понимаешь? То есть я вот это должна убирать, что-то там готовить, что-то там где-то это. А мне вот дали отдохнуть, представляете? Отдохнуть дали. Ну вот правда. Но я просто полноправно бездельничаю. Обо мне подумало государство, оно мне дало право на отдых. Есть еще где-то такое заботливое государство на планете Земля, как вот Украина? Если есть, напишите, пожалуйста. Напишите в комментариях, есть еще такое заботливое государство. Понятно, это сарказм. Понятно, все в шоке. Понятно, что пытаются как-то себя там бодрить. Но по сути, она же права. Она же права. В колобке, куда мы катимся, там короткое сообщение, мы там перейдем еще немножко там. Люди пишут: ребята, вы вообще в своем уме? Из-за отсутствия света люди лишаются работы. Людям не платят. Люди, ну, просто закрываются. Я не говорю там военные, не военные. Просто закрываются. Вот этим бедным сотрудникам АТБ, да, которые там продавцы, кассиры, которые там грузчики, ну что им заплатят? Они же как, вот мы там работаем, ну а им заплатят за эти? Простое посчитают. Ну вы ж не работали там какие-то дни, да, если закрылись. Или там часы, вы смену ж не отработали. То есть забота. Люди работу теряют. Теряют работу не за что жить. А цены просто космос. Ви, напевно, не повірите, але отак зараз виглядає 500 гривень. Я в шоці від цього. Отак виглядає 500 гривень. Хліб, балик, мандарини. Хлеб, балык и мандарины. Это Григорий Сковорода. Переворачивается, собственно... Ой, ну, как это там, шутка это старая, кто-то рассказывал мне в эфирах. Поставили бродягу на 500 гривен, старый там работник. И вот так и... Вот 500 гривен, пожалуйста. Кусок какого-то мяса, буханка хлеба и там штук 7-10 мандарин. Все, скушай и ни в чем себе не отказывай. Где работать? А где, хорошо, генераторы? Ну окей, мы с них начинали. Вот, например, Буча. Под Киевом прямо. Очереди огроменные за генераторами. Люди пытаются найти бензин. Заправиться, чтобы прийти и залить в этот генератор. Уже сразу дефицит, уже сразу огромные проблемы. И только в начале войны, там, да, в какие-то моменты обстрелов, в какие-то моменты вторжений, приближений российской армии, только в эти моменты вот были такие очереди или какого-то жуткого дефицита. Ну вот это вот, пожалуйста, под Киевом сейчас. Довоевались, что называется.
Но зато Свириденко браво сообщает нам о том, что есть генераторы, у которых есть топливо. И они так вот большие, подъезжают и целый дом могут питать. Да. Ну, в общем, в Киеве подогнали, собственно, МЧСники. Дом целый запитали. Ну, примерно что-то подобное. Там красивый, он как новогодняя елка. Да, этот, собственно, мобильный генератор Свириденко, которым сегодня похвасталась. Кстати, по поводу Свириденко, ладно, генератор, бог с ним, генератор генератором, Свириденко, она же еще говорит, что кабинет министров возьмет ответственность за работу супермаркетов. Представляете, это уже сегодняшняя новость. Потрясающе просто борется кабинет министров, ну, потому что, ребята, это голод. Работы нет, света нет, супермаркеты купить не за что, купить негде. Начинается, ну, в пешей какой-то там определенной доступности. Сиди и думай, тебе надо куда-то проехать или надо генератор свой заправить. Ну, вот мобильный генератор в Днепре, да, там тоже катастрофа, блэкаут полный. Дали напругу. На Янтарку 73. Генератор. То есть подъезжает машина, подключается к дому и сидит там. Электрик курит, спасает, так сказать, дом. Вот так питаются дома. И какой-то там час-два вот это вот все и происходит. Но в Днепре, раз уж мы вспомнили, сегодня такая достаточно очень напряженная обстановка. Люди ну, бунтуют. Бунтуют не только там Софиевская Борщаговка, еще где-то там под Киевом было то, что недавно. Днепр забунтовал. Люди сейчас вышли на митинг. Не митинг, а перекрыли дорогу, ходят через светофор туда-сюда. 4 суток сидят без света. Я не знаю, отсюда видно, не видно. Там в районе Квачко 6 светится новостройка, реклама вовсю. А здесь у людей света нет. Нету по Кубинской, Тополиной, Кузбасская, Ашхабадская и еще много улиц. Люди мучаются. В домах очень сильно холодно. Очень сильно. У людей есть по 5, по 14, по 12 градусов. Но их никто не слышит. Абсолютно. Полиция приехала. Ну, полиция приехала. Сейчас полиция услышит. Полиция, ТЦК, все сейчас приедут. Потрясающая просто история. Ну вот, это вот полиция, да. Вот. Пропустите. Разгоняют всех. Смотрите, мол, что это вы дорогу перекрыли? А те говорят, подождите, а как так может быть? У нас там реклама горит, а у нас света 4 суток нет. Ну дайте хоть на час, дайте хоть на 2. И это уже, понимаете, свет на 2-3 часа, там 2 раза в день, раз в день уже воспринимается нормально, потому что у людей 4 суток нет света в отдельных домах. 4 суток. Но вот насчет там Киева, если опять в столицу вернуться, говорят, так это не ждите. Ну а что, не ждите. Как может быть свет? Вот нардеп Кучеренко выходит и говорит, то какой свет? 5 ракет по ТЕЦ-5 ударили. На ТЕЦ-5 відбулися такі пошкодження в результаті ракетних саме. Влучило там 5 ракет, пояснюю, пані Войціцьке, 5 ракет влучило в конкретні, розуміло, куди бити. І такі пошкодження, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія, розумієте, по мережі. А від ТЕЦ-5, якщо ви знаєте географію Києва, йде теплотраса під мостом Патона, там прямо вона там проривається, коли влітку там випробування йде. І далі частина йде на Печерськ, на Пагорби піднімається, а частина йде туди на Голосіївську площу, туди на Лебідську і далі аж до Теремків. Поняли? Ну, легче стало же. Тепла нет, потому что, ну, вот так. С вами Кучеренко поделился знаниями. Слушайте, лучше бы он вот такие посты писал, как сегодня. В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Короче, затопило говнами. В общем, даже не знаю, как это воспринимать, как какой-то знак для нового руководителя, сигнал с небес, или не подорвет это событие энергетическая безопасность Украины окончательно. Все какие-то, понимаете, во время катастрофы все какие-то, как 95-й квартал страна превращается. Смешно ему, канализацию прорвало. Конечно, прорвало канализацию. Конечно. Потому что включают марафонцы на марафоне замминистра энергетики и спрашивают, так а что, будет какое-то улучшение? Говорят, да никто не знает. Складніша ситуація є в столичному регіоні, в місті Києві. Вночі, вранці, власне, як зазначав, це наслідок масованого удару по енергооб'єктах. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні, графіки аварійні, оскільки
Аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки. Ну все, враг атакует, прогнозов нет, никто не знает, что будет. Не говорят, будет как будет. Ну, говорят, ну что вы выходите? Не выходите. Зачем вы выходите? Ну, это не ускорит процесс. И это такая стандартная практика. Но люди же должны как-то заявить о себе. Вот как-то. Люди же должны каким-то образом сказать, что, ребята, это ненормально, давайте что-то делать. Они выходят, потому что кто-то со светом, кто-то без света, кому-то подают, кому-то не подают. И в принципе это все надо заканчивать. И каким-то образом вот эти удары, ну, как бы решать этот вопрос. Зеленский выходит и говорит: украинцы не сломаются, мороз не поможет россиянам добиться цели. А когда свет будет? А никто не знает. Ну и вот продолжается эта эпопея уже несколько дней с теплом, да, вот то, что Кучеренко рассказывает нам схему, как, куда, чего подается, но людей волнует другое, там в пару домов не слили, в нескольких домах, сейчас около 500, по-моему, без тепла, но это так отчитывается мэр, кто его знает, он предложил всем коммунальщикам, которые работают над устранением проблем, доплачивать. До этого предложил уезжать из Киева, у кого есть возможность. Все его, как бы, конечно, всех собак на него повесили. Начали Житомиром тыкать, мол, смотрите, в Житомире там вот энергосберегающие технологии. Ну, Житомир и Киев, сравните бомбежки. Ну, то есть, да, и задачи военные. И сравните бюджеты. И сравните уровень подготовки. И сравните вообще, ну, отношения. Конечно, да, Житомир по сравнению с Киевом не такой большой город, но это же, видите, делают не для того, чтобы там Житомир похвалить, а для того, чтобы Кличко обгатить. Но дело не в Кличко, вернемся к этому замминистра, который только что говорил, это Ковальчук, замминистра энергетики. Кстати, Кучеренко, да, говорит, вот новый прорвало там у них в Министерстве энергетики трубу, канализацию. Так нет министра энергетики, Шмыгаля-то не выбрали. Вот есть зам, который за все отдувается и говорит: да, порывы, сливы есть. Сейчас главная задача – уберечь магистральные линии. Щодо поривів і зливу. По наявній інформації, дивіться, ключове – не втратити магістральні трубопроводи. Тобто магістральні трубопроводи великих діаметрів, якщо вони відповідно виходять з ладу, то це ставить під загрозу цілі квартали і райони. Такої ситуації не допущено. В будинкових мережах інформацію не було озвучено, що є глобальні системні проблеми, але безумовно точкові, підвальні, дахові якісь, тобто менших діаметрів, які не є такими критичними і не так впливають на загальну картину, я допускаю і вважаю, що, напевно, що можливо будуть точкові такі ситуації. Але про системні магістральні аварії точно, я думаю, що вдалося місцевій владі запобігти критичним катастрофічним наслідкам в цій частині. То есть он хвалит Кличко, говорит, нормально, они справились с тем, что магистрали сохранили, ну там, да, есть там по домам какие-то порывы, но общая картина потужная, мы все потужные. Сидят только без тепла и света, а так все потужные, понимаете? Ну, замминистра на то и замминистра. Кто бы его вообще знал, если бы не Миндич, Минэнергетики? А люди-то Миндича помнят. А люди-то все это как бы переживают внутри себя. А люди-то, собственно, слышали пленки НАБУ, когда говорят, так это жалко денег тратить, чтобы этот объект защищать даже. Все это помнят. Все прекрасно это помнят. Но политики, конечно, пиарятся. Вот сегодня было заседание Рады. Приперлись в куртках и польтах. Сидят такие холодно в парламенте. Вот дела. И всей стране это все пичкают. Говорят, смотрите, они же тоже страдают, эти депутаты. Они же бедные, несчастные. Представляете? Пришли в парламент и страдают. Ну, кстати, по поводу там Шмыгаля, вот итоги его голосования. Короче, не прошел, 210 голосов за него. В общем, так дальше и будет замминистра. В какое-то время, может, завтра проголосуют, посмотрим. Но, в общем, министра энергетики Шмыгаля нет. Ну, нет. Будут опять повторно, наверное, голосовать за него. Такая ситуация, министра энергетики нет. Есть вот такие замы, которые комментируют магистральные, не магистральные, и не знают, когда... Никто не знает, что когда будет. От этого непосредственно
проистекают разные версии происходящего. Ну вот, например, один из других народных депутатов, там тоже есть такой Кицак, говорит, что могут и Київ евакуювати, представляєте? Сподіваємося, що завтра під час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і убезпечення Києва в майбутньому, щоб бути готовими до таких наслідків, які можуть навіть і поглибитися в зв'язку з тим, що мережі цілих житлових там кварталів або будинків, вони можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу, і буде де-факто залишиться один механізм – це евакуйовувати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля. А це нові виклики, нові потреби и новые задачи. Короче, он вообще говорит о деньгах. И вот смотрите, там какая-то такая очень интересная, вот у него даже речь построена, говорит, мы вот, конечно, завтра проголосуем, выделим деньги для того, чтобы экстренно там что-то помочь, туда-сюда. Они за деньги там сидят, голосуют, не голосуют. Короче, Шмыгаля провалили, и, соответственно, дальше, да, то есть не стали голосовать за Федорова, министра обороны. А зачем министр обороны сегодня, сейчас, в стране, которая у них своя война, за деньги? Говорит, а что там оно? Дальше оно все обледенеет, повзрывается, и надо будет с нуля строить эти сети. Какие сети? Которые построены при Советском Союзе. Да. Сколько станций метро построили? Вот после, там, допустим, 2014 года. Сколько? Перед Евро строили новые станции, да, но это было... А сколько станций? Да вот мучают там какую-то Виноградарскую, чего-то пытаются, там, метро на Троещину, это прям как анекдот звучит. На Троещину, где света нет, метро, ха-ха-ха. Повзрываются трубы отопления, надо будет новые ставить. Он про деньги. И они так в студии сидят, им так хорошо, они там вот это высказываются. Свет есть, что там, генератор крутится, все в порядке. Евакуювати придеться. Ну, а що, дід? Ну, та наші евакуювати. І це потрібно знову нова комунікація з людьми. Чи готові до цього, чи не готові? Тут, питання знову ж таки відкрите. Чи віддаться в цьому напрямку комунікації, що можуть бути такі сценарії? Ну, поки я такого не чув. Тобто є... То есть, смотрите, он говорит, будут эвакуировать Киев. Вот эта бедная девочка, ну, я просто надеюсь, что она его слушает, когда он это все говорит. Она немножко в шоке. Но она, наверное, только дошло до нее слово «эвакуация», да? А он говорит, ведется коммуникация с людьми, готовы эвакуироваться или не готовы? Я такого не слышал. Так вы только 2 дня назад Кличко с дерьмом смешивали, что он предложил всем уехать, а тут говорите об эвакуации. Пункти обігріву, є де ти можеш підзарядити телефони, але щодо імовірної евакуації, коли буде паралізовано повністю систему теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу, я поки не чую. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси. Більше відео дивіться. То есть он ничего не слышал, но лихо вот так комментирует эвакуацию. Понимаете? Ничего не слышал, ничего не знаю, но если что, придется... Есть пункты обогрева, все нормально. По поводу пунктов обогрева, это, конечно, отдельная история. Это прям просто очень интересная история. Значит, и, я хочу все-таки, я не знаю там лично, скажем так, автора, я не понимаю там, что и где, но это прям очень важно. Куча пабликов, куча новостейных, куча всяких непосредственно в телеграм-пространстве украинском есть куча, но простите, пожалуйста, да, таблоидный, абсолютно для звезд, звездюлик, обсуждение шматья. Видите, там, ведущий холостяка Григорий Решетник, столько сил и запаса внутренней незламности, откуда у него они берутся, чтобы пережить вместе со всеми нами блэкаут в пуховиках и шапках Прада. Да, то есть держатся в Буковеле из последних сил, страдают за родину. То есть звезд обсуждают в таком контексте через лакшери жизнь, через шмотки. И вот эта вот историю с Буковелем, опять-таки, да, оказывается, мужик из Сочи, которого снимали не из Сочи, а в куртке Сочи 2014, оказывается, местный торговец ему продал эту старую куртку, тот с радостью купил, вывалил за нее денег и катался, а на него смотрят, он на него все смотрят, а он катается, там видео с ним снимают, там со спины, еще как-то показывают.
Полиция целая выехала, дело расследовала, представляете? Полиция, отчитались, предприниматель вернул деньги иностранцу, что продал куртку, а он не понимает, что там написано. Сочи и Сочи, ну ладно, Сочи. Ну, олимпийская куртка, олимпийская. Катаемся на лыжах, катаемся. Какие проблемы? Ну, такие. Все говорят, вот эти темные гости Буковеля. Не, это не темные, это у нас очень предприимчивые. Взяли старье, сунули и все. Тут пишут, и я согласен тоже, что давайте зонтики партии регионов. Кстати, качественные были зонтики партии регионов на выборах, да, вот где она победила крайний раз. Качественные такие, можно было ходить, все, да, ну, нормально. Очень качественная куртка. Короче, предпринимателя, который вот это вот пытался нажиться на старых куртках Сочи 2000, заставили утилизировать все куртки Сочи 2014. Представляете? Ну как же он... И вот ты сидишь и думаешь, елки-палки, ну куртка, ну купил, ну продал, ну да, 2014, когда-то было. Но я не просто так показываю этот паблик, Харли Квинн он называется, Кирилл Тимошенко. Ой... Сори, один вопрос. А где все люди, которые говорили, что пункты несокрушимости ненужные и все очень плохо? Где вы все? Может, в пункте несокрушимости возле дома или в ТРЦ с детьми в пункте несокрушимости? Или на заправке в пункте несокрушимости? Ни одной секунды не жалею, что 3 года назад придумал с командой и реализовал этот проект. Медаль ему, орден ему. Смотри, как вся страна стала пунктом несокрушимости. Они гордятся всем этим. Они этим гордятся. Хотя здравый, нормальный человек говорят, ребята, не надо допускать до подобных вещей. Не нужно этого делать. Нечем гордиться. Нечем. Ну вот для сравнения, он гордится пунктами несокрушимости, да, вот эти все они такие очень гордятся, депутаты, вот это все такие потужно, там все, мы сильные. А давайте сравним с россиянами, тоже, кстати, очень интересно. Значит, приграничная с Украиной область, Белгородская, Гладков. Доброе утро, дорогие друзья. Вчера уже поздно вечером провели совещание вместе с главами муниципальных образований. Фактически все правительство Белгородской области рассматривали и продолжали анализировать сложную ситуацию, связанную с частичной потерей тепла и электроэнергии и возможность ухудшения ситуации. Понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, на квартирные дома в первую очередь, и на промышленные предприятия невозможно. Выстраиваем перечень или последовательность действий, которые позволили нам оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии. Будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы. Будем увозить людей. Гладков, пункт несокрушимости ставь. Куда перевозить? Ты в своем уме? Куда увозить людей? Как увозить людей? Зачем вы? Ты что? Нормально живется. Вон киевляне, днепряне, одесситы. Вот смотри, как увозить? Увозить в другие регионы, в другие города? Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и вот заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать, что в случае возникновения сложной чрезвычайной ситуации, когда не будет тепла, электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам, там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом, мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана. Вот эти регламенты, за счет которых мы с вами и выживаем последние 4 года, уверен, что неоднократно уже показывали свою эффективность просто в таком масштабе. И с такими проблемами сейчас Белгородская область сталкивается впервые, но уверен, что мы совсем справимся. По крайней мере, мы всегда ни от одной проблемы не уходили в сторону и старались их решить вместе с вами. Ну, в общем, вот так, да? Понятно, да? То есть, значит, готовятся к чему? К тому, что погасят Белгородскую область. Белгород, да, и Белгородскую область. Готовимся, все. Понятное дело, что на него критики сейчас много в соцсетях, да, в разных комментариях. Но пункты несокрушимости что-то не ставят.
Ну, потому что это само собой разумеющееся. Некуда ехать, не можешь поехать, не хочешь поехать, тебя там власть как-то приютит. Но это же не Кирилл Тимошенко, согласитесь. Хотя звонок очень тревожный. То есть совещание, собрались. Да, Украина тоже бьет по электрообъектам, как бы в ответ. Понятно, мучается Киев, мучается Белгород. Будут увозить. Будут как бы помогать вывести. Но, смотрите, политика все равно же одинаковая. Вот одинаковая. То есть, смотрите, вот идет обращение, он говорит на самом деле сенсацию с точки зрения вообще там. А наши сильно заняты вот этими всеми Миндичами, Федоровыми, там, наши, имеются, украинские вот эти пропагандисты, вся эта, да, вот эта свора. Вообще даже как-то мимо ушей пропустили. Как же? Где телемарафон? Где эти все пропагандисты? Лянь, какая потужная новость всплыла. Причем он сам выходит открыто, об этом говорит. Не-не-не. Как-то вот, может, завтра дойдет до них, может, там еще чего-то. Ну, он говорит, понятно, волнуются, понятно, спокойно, понятно, горы критики, понятно тоже, что Белгородская область тоже, это прифронтовая область. Но почему они одинаковые, эти политики? Ну, вот Кирилл Тимошенко, я не сравниваю Гладкова и Тимошенко, ни в коем случае. Просто вот политики одинаковые. То есть он заявляет в этом обращении своем сенсацию. Горькую новость достаточно. Это означает, что эскалация. И, собственно, готовятся, и значит будет, если бы не было, бы не готовились, какое-то обострение в Белгородской области. Но он приправляет это хорошей новостью. Сладкой пилюлей. Ну, конечно же, хочется, чтобы как можно больше говорили и делали в рамках мирной повестки. С 1 сентября 2026 года впервые, как мы понимаем, мы первый регион, который запустит пилотный проект в 30 школах «Цифровой профиль ребенка». Этот проект направлен на то, чтобы всеми усилиями системы здравоохранения, образования, дополнительного образования, спорта и культуры сформировать постоянное улучшение здоровья ребенка за счет максимального мониторинга, за счет учета особенностей развития ребенка, его текущего физического состояния и необходимости добиться постоянной динамики улучшения физического здоровья. Уверен, что у нас все получится. Встречался несколько раз с родителями. В целом. Ну, в общем, обсуждали с родителями. Смотрите, почему одинаковые? Какой нахрен цифровой профиль ребенка, если ты эвакуировать собираешься и школы, и детей, и... Ну, то есть, о какой цифре мы можем говорить? О каких выборах в телефоне мы можем говорить? О каких порталах? Куда порталах? Если ситуация очень тяжелая. И принцип. Мы тебе сейчас скажу плохую новость, а потом хорошую. Похож. Зеленский просто плохую не говорит, говорит только хорошее. Понимаете? Вот и вся разница. Просто у нас заигрались с этими хорошими, а, видимо, российские политики только этому учатся. Да? Ну, понятное дело, ему отчитываться перед, да, и местные как бы неправильно поймут. Хотя Белгородская область прифронтовая, она пережила на себе, помните, и заходы как бы РДК, и атаки, и удары дронами, и свет. Там Воронеж обстреляли позавчера тоже очень серьезно, то есть тоже били по ТЭЦ и везде. То есть надо, может, как-то с людьми по-другому поговорить. А как ты по-другому поговоришь? Люди скажут, да елки-палки, мать его так. Чего мы должны вот это все давайте заканчивать. Давайте или уже там повоюем, довоюем, уже все, точку поставим. Или давайте заканчивать. Давайте, значит, договариваться. То есть, вот какая ситуация. И что там, что там. Люди без света, просто объемы разные, масштабы разные, потому что сила удара разная. Но Зеленский же как говорит? Блокаут в Москве. Вот ему Хилли, который Путина хочет выкрасть, и ракеты обещает, чтобы в Москве тоже поразить ТЭЦ. Сейчас вот это начнется. Классная же вообще история с поражением там экспорта, например. Да? Ну вот экспорта. Потрясающее же просто видно это. Вот, пожалуйста, Одесса. После налета дронов масло. Лужи, масло, разлились, резервуары, атака, все. Вот, пожалуйста.
Или, например, там удар в Харькове по новой почте, по логистике, да? Ну, то есть, смотрите, по маслу бьют, вот удар по логистике российский. Вот. Там 4 человека погибло, ужасный удар, новая почта. Тяжелейший момент, на самом деле, да, горе у людей. Вот в Запорожской области бахнули электростанцию. То же самое. Зеленский будет отвечать ровно так же. Лонжерон, та же Одесса. Это утром сегодня. То есть побережье. Понятно, ситуация не, как бы, время не курортное, но точно так же. И Украина бьет со своей стороны. Таганрог, авиационный завод. То есть кто до чего может дотянуться, тот потому и бьет. И цели сейчас вообще не выбираются. Ну, вот так прям, что вот. И уже даже, когда там Украина говорит, вот, детский сад, или вот там. Кличко надо быть признательным только потому, что не выдумывают ерунду. А вот, например, вчерашний удар там, по нежилому зданию ударили. А что там было в этом нежилом здании? Ну, понятно, что. Все прячут, все. Вопрос только в эскалации, которая растет, расширяется, и дальше еще будет страшнее. Бьют по кораблям, бьют по портам, бьют по логистике, бьют по ТЭЦ, бьют по нефти, бьют по заправкам, бьют по базам. И это все как снежный ком. Как снежный ком. Ну и, конечно, статистика налицо. 2025 год, по данным ООН, ну, в общем, самый смертоносный для гражданского населения Украины с начала полномасштабной вот этой вот войны. Значит, 2514 людей погибли из-за войны, да, 12 тысяч пострадали, на 31% больше, чем в предыдущем году. На 31%. Так а куда лесенка эскалации ведет? Вот люди сидят без света в Киеве и рассуждают. Я думаю, вам будет что добавить, но я скажу, что, как я это вижу, убирая энергетику, уничтожая в Украине, они много зайцев сразу уничтожают. Во-первых, они вытаскивают всех мужчин на поверхность, потому что мужчины для того, чтобы выжить в этом морозе, без воды, без тепла, без энергии, без еды, без доставки, без ничего, они будут вынуждены выходить на улицу, их будет легко взять голыми руками. Во-вторых, выселить по максимуму людей из городов, чтобы они выехали. В-третьих, опустив наши потребности на самый низкий уровень, чтобы мы думали только про самое простое выживание, про самые низменные наши потребности, первоочередные, уже про патриотизм, про все это уже мы думали. Ну вот, смотрите, кто-то скажет, так кто это? Да, это там блогер, она там собирает там свою аудиторию. Опять это потужность, понимаете? Это диагноз. Это просто диагноз. А человек написал слово потужность и пытается мыслить логически. Да, мужиков выкуривают из хат. Да. Проблемы, да. Уходят люди из городов. Да. Об этом все сейчас говорят. Надо уезжать из мегаполисов, из городов, куда-нибудь ближе к земле. Да. Конечно. Она просто... Вот смотрите, давайте просто за логикой последим. Вот это прям вот очень интересно. Да, вот такой мысленный эксперимент. Уровень потребностей снижают. Уровень потребностей это означает, чтобы ты был как скотина. Кинули травы тебе, жуй. Ты там думаешь о высоком, ты думаешь о политике, ты думаешь о Миндиче. Нет, жуй. Что есть в по часам открытом магазине? В самую последнюю очередь или вообще не думали. В-третьих, я думаю, или там в-четвертых, да, я думаю, что они, как только потеплеет, сейчас, когда морозы, они нас будут лишать тепла, воды, значит, энергетики, связи, для того, чтобы мы, я же говорю, опустились на самый низкий уровень. Но как только потеплеет и пойдет вода таять, лупанут Вышгородскую, я так думаю. И это будет уже как заключительный этап войны, потому что это, во-первых, разделит пополам Украину. Дай бог, чтобы они не лупанули вначале Кременчугскую, а потом Вышгородскую или наоборот, потому что это тогда будет вообще просто капец какая катастрофа. То есть
смотрите, свет, 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 а потом лупанут дамбы, и одну, если две, то тогда просто как бы... У меня тоже был Рулафот, да, он рассказывал о том, что в принципе это в Советском Союзе прям стратегия обороны военной была, этот каскад дамб, в том числе. Прям четко подрываешь одну, вторую, и волна идет до Стамбула, через все море, там, собственно, увидят эту волну. Просто она как снежный ком, да, вот это вот через пороги Днепра. Ну и что потом остается? А потом остается разделенная, измученная и добитая катастрофой Украина, ну и все, левый, правый берег. Ну то есть такой, всегда есть такой запасной план. Это, смотрите, это если мыслить, пытаться мыслить логически. Я вообще не знаю, как нам придется выживать. Потому что это схлопнутся все дамбы подряд, и капец всему просто будет. Вот, поэтому не будут давать ремонтировать, они будут бить, когда и будут эти ремонтные работы, и когда будут эти спасательные работы. То есть, либо тут только отремонтировали, сразу развалили опять, либо не будут давать это делать для того, чтобы люди боялись даже выезжать и ремонтировать. Значит, и как только они лупанут Вышгородскую, там, потому что это должно быть как заключительный этап войны, это нарушит полностью тогда логистику с левым берегом, и нас будут вот так вот семимильными шагами уже тогда возьмут все, что им надо, полупустые города, обрезанная логистика, без всякой возможности помогать и связываться и вообще как-то поддерживать друг друга, опустив нас на самый низкий уровень. Я думаю, что будет так. Когда вы пишете, что ребятам в окопах тяжело, мне даже трудно представить, как им тяжело. Но я хочу сказать одно но. Ребята, одно дело, люди там уже живут в этих условиях, и они с окопными свечами, с какой-то печкой, с какими-то дровами, с каким-то туалетом. То, что под обстрелами, это не обсуждается. Я говорю про тех, кто не под обстрелами, а более или менее в тылу. Вот. Но если человек живет на 25 этаже, он не может сходить в туалет, особенно если у него кто-то пожилой или маленький ребенок, и за ним надо ухаживать, и лифт не работает, тепла нет, воды нет, света нет, ничего нет. Извините, это тоже такое себе удовольствие выжить. Угу. То есть не у всех как бы отбиты мозги в Украине, не все потеряли рассудок и возможность рассуждать, могут подумать и о стратегии, могут и сравнить, особенно когда кричат пропагандисты, что ты там ноешь, зато вот мы на фронте тяжелее. Тяжелее, никто не спорит. Но тут поди разбери, а где опаснее, где безопаснее. Это вот с точки зрения вот этой логики. Напишите, что думаете в комментариях. То есть вот смотрите, то есть черная зима, потом нужно отрезать Украину, ну там по Днепру, например, да, и вот, собственно, дальше все это посыпется, логистики не будет, ну и будут через Днепр, да, вот это вот пулять и так далее. В общем, будет катастрофа. Там понтоны что не наведешь, когда вот эта вот вся волна схлынет, если бить по дамбам, ну, по большим дамбам, Киевское море и так далее. Сейчас-то смысл бить, там все замерзло, сейчас даже показывают, что дюны из снега там сейчас на Киевском море. Если одна, если две, ну, в общем, вот такая история. Половодье как бы усилит этот процесс. То есть, ну, вот такие мысли у людей. Сидя без света, вот они вот так логически рассуждают. И сравнивают свою жизнь и военного на передовой. Потому что этими военными на передовой все тыкают. Все тыкают. Но об этом позже. Есть еще один очень интересный, кстати, не чем-то похоже, ну, как бы, да, интересный персонаж Мосейчук. Мосейчук с Лаврионовым пообщалась. Как только Лукашенко что-то с ним произойдет, туда непосредственно направятся российские войска, некоторые из которых находятся уже там. И внезапно, в течение дней, если не часов, российские войска вновь окажутся на границах, на северных границах Украины, точно так же, как они оказались там в феврале 22 года. Это, кстати говоря, еще один важный тезис, очень важное замечание, на которое необходимо обращать внимание всем украинцам и, безусловно, украинским властям, которые озабочены сейчас по понятным причинам только одним фронтом и, скажем так, фронтом несколько иной степени значимости с Белоруссией, когда там находятся белорусские войска. Эта ситуация изменится в течение, еще раз скажу, дней, а может быть и часов, в том случае, если что-то произойдет в Минске. Часов. То есть, что топит Илларионов? Что если сковырнуть Лукашенко, то придет тот, который даст зеленый свет, и, собственно, пожалуйста, будут так. Лукашенко не дает как бы зайти с севера и, в общем-то, атаковать с севера, перебивая логистику, атакуя опять Киев, в общем, и абсолютно расширяя фронт до дичайших масштабов, на которые, понятное дело, не хватает у Украины ресурсов. Поэтому надо беречь Лукашенко. И поэтому, опять-таки, чтобы, может быть, не возвращаться к этому дополнительно, одной из важнейших целей внешней и оборонной политики Украины, а также внешней и оборонной политики Польши, Литвы, Латвии,
и всех союзников и друзей Украины должна быть четко проработанная стратегия действий и операций в отношении того, что Путин собирается сделать и, безусловно, давным-давно запланировал в Минске и в Беларуси, как только для этого сложатся благоприятные с точки зрения Путина условия. Витиевато. Объясняю. Значит, Литва, Польша, Украина. Как только что-то случается с Лукашенко, ну или там физически, он упал же недавно на лету, да, ударился, говорят, головой, ну в шлеме был, хоккей, дело такое, трус не играет в хоккей, то вот эти три страны должны моментально что-то предпринять. Что? Ну вот это то, что Трамп в Иране сейчас, понимаете? То есть вот этого там Тихановского быстро завести, вот это вот все. Вот, это быстро, моментально, чтоб не дать. Потому что что? Потому что угроза из Беларуси. Очень интересная история. Очень интересная в отношении Лукашенко, который, честно, хотел уходить. Но он, правда, он хотел уходить. Он уже об этом прямо говорил. Будет преемник, будет кто-то молодой, будет кто-то, ну, да, то есть, ну, вот кто-то будет. Но ему не дают обстоятельства уходить. И это видно, и это понятно. И, ну, давайте так. Ситуация действительно очень такая интересная вокруг Беларуси. Эту карту пытаются разыграть. Ну вот с помощью аналитиков, таких как Ларионов, таких пропагандистов, как Мосейчук. Все же видели недавно, что все, Приднестровье в окружении, все там, Украина закрыла Приднестровье, войска ничего не могут. Вот это вот из этого же разряда. Хотели бы, уже бы разрешили эту ситуацию. Тем более там в Беларуси орешник есть, тем более там ядерное оружие размещено. То есть абсолютно подход или посыл понятен зачем. Нужно Зеленскому максимально выпросить что-то экстраординарное, что-то такое эдакое. Если то, что женщина рассуждала, там разобьют дамбы и вот так отрежут, и потом все, воздушную войну это не отменяет, воздушную, это понятно. Противостояние это не отменяет, это только... Это тоже, это такой план, чтобы это все было бесконечно. То есть, чтобы не договорились. Будут точно так же с юга отправлять морские дроны, с севера будут отправлять дроны другие. Ну, а как по-другому, если не заходить с Беларуси, этот вопрос решить только договоренностями? Но договоренности не надо. Надо Литву, Польшу, всех втягивать сюда и расширять войну. Почему? Потому что никто не увидит тогда голой задницы украинской армии, потому что разокрали трусы, понимаете, но нацепили такие мощные ракеты, потужные дроны, и никто не увидит людей. Все же пока видят только депутатов. Вот сегодня ж не проголосовали за Шмыгаля и еще этих министров, за которых вы голосуете во время войны, да? Вот выходит депутат Мокан, он когда-то представлял правительство в Раді, і от говорить, це сигнал. Ми завтра по голосуваннях і по кількості голосів побачимо, чи сьогоднішній провал Зашмаля був разовою акцією показовою. Можливо, хтось хотів якийсь сигнал передати комусь. Чи це все-таки, знаєте, елемент якоїсь такої загальної тенденції, кризової тенденції, яка існує з прийняттю результативних рішень у Верховній Раді? То есть, смотрите, Вася человек хороший, сталкивался с ним по эфирам, то есть он эксперт, ну, хороший был, ну, хороший человек, непосредственно. Хорошие, теплые отношения к нему были. Не злой, не хапуга, хотя сейчас вообще непонятно, кто из них там кто. Василий Мокан. Но тебя ж позвали спросить четко, что не проголосовали. А мы вот увидим, это сигнал или не сигнал. Так ты нам скажи, сигнал или не сигнал. Он в парламенте. Зацепились, пока вот это все ходили-рядили, за ТЦК. Выходит вот Мазурашу, тоже слуга народа, и начинает критиковать бусификацию. Окремо вам передаю вітання щодо ганебної бусифікації. Уже перший заступник
міністр оборони України тут в залі визнав, що це ганебне явище. Давайте припиняти це, тому що ми бусифікацією ганебною загнали людей в підпілля, економіку додатково в тінь і змушуємо цими ганебними діями українців тікати з рідної країни. Давайте переходити до комплектування сил оборони на добровільних мотиваційних засадах. Лише це дозволить нам досягнути максимально можливої спроможності чинити опір ворогам. Добровольцы помогут. А много этих добровольцев? Они же все уже в земле. И другой слуга в одном из эфиров «Радио Свобода» ему отвечает, что нельзя ТЦКшников отменять. Особисто не вірю в рекрутингові центри, особливо під час повномасштабної війни. І Значит, во время полномасштабной войны депутат Федиенко, он с Гончаренко типа дебатирует, не верит. То есть вот эти поиски хорошей мобилизации, будет мобилизация только такая. Хорошая только в дополнение, и то не для всех. це вже доведено статистичними даними. Ну, але ще раз можу сказати, що кожен депутат має власну право. Тому розпускати зараз центри комплектування – це працювати на ворога. Да, отменять центр ТЦК – это работать на врага. Враги, кругом враги. Киев. Вот в Киеве сейчас, да, ну вот так, да, вот люди. 13 число снимают, да, 26-й год, бурки. Прощай молодость, у меня отец называет эти бурки. Вот эти вот собаки, да, вот греются, укутанные одеялом. Опять-таки бурки. Люди показывают, что они просто, ну, это нереальные условия. Уже и собаки задубели. Кирпичик на газовой плите, хорошо хоть газ есть. Понимаете? Кирпичик, он же сохраняет тепло. Да? И в это время, параллельно с этим, ну, права же, вот та женщина, права же, говорит, людей-то выманивают, ну и в том же Киеве. Мінтяри людину тягнуть. Він кричить, викрадають, а вони кажуть, ви в розшуку. Говорит, он кричит, бандиты меня крадут, а он кричит, что они, говорят, в розыске. Мужик, которого тянут в Киеве, в розыске. Пусти, чувака, жлоб! Жлобяра, пусти! Жлобяра, пусти чувака. Васильківська, Голосієва. Ну и мужик в шапочке полосатенькой прошел такой, знаете, как мимо. Ну а чего? Моя хата с краю, ничего не знаю. Мы тут ни при чем. Кушаем мацу, играемся с мячом. И прошел мимо. Прошел мимо, вот это все. Вот так. Так вот это не избежать, нам говорят. Не избежать. В розыске, в розыске. Ну, так бывает. И вот так бывает тоже. Вчера во Львове мужчина напал с ножом на представителя ТЦК. Проверяли документы. Местный житель 47-летнего представителя ТЦК в живот ножом ранил. А потом уехал на микроавтобусе, но его быстро разыскали. Ну и, понятное дело, задержали, наказали. А у кого-то ножичек, а у кого-то еще что-то. Нет, понимаете, в чем дело? Как бы эта вся история, она вот порождена как раз-таки, ну вот корни ее как раз-таки даже вот в прошлом президенте. Хотя, конечно, сейчас публикуют видео о том, что при Порошенко мы праздновали без виз, там все было хорошо, вот это все, Донбасс стреляли, ваши дети будут сидеть в подвалах, наши учиться в школах. Из контекста вырвана фраза, безусловно, из контекста. Он как бы шире, мысль звучала немного иначе о том, что нужно заканчивать. Ну, то есть мысль. Но тем не менее, все запомнили только это, потому что, ну, понятное дело, это все же усиливало, все же очень такие мощные. Вот сегодня в парламенте, который не назначил во время войны ключевые позиции министерские, он вообще говорит, не назначили, ну, будем торговаться. Выборы, а зачем? Смотрите, оппозиционер Порошенко говорит, что выборы не нужны. Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. О как! Значит, остановить войну, потом выборы. Такой белоснежненький весь, седовласый, в белом, весь в белом. Без угла о нем пошутила, белый и пушистый. В іншому випадку результати цих псевдовиборів не визнає ніхто.
Але в першу чергу всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі, на ЄС і на НАТО. Поняли? Значит, смотрите, выборы, вот это все, вот это. Не-не-не, давайте на армии, на мове, на ЕС и на НАТО. Какие выборы? Выборы ни к чему. Погоди, если выборы ни к чему, то зачем тогда стирают Буданова, а вот этот беспредел и позорище, а политтехнолог Пастернак говорит, и Залужного начинают минусовать уже крепко. Риси набуття характера появи антирейтингу. Цьому дотичні історії про його навчання в Ківалівській академії. Йому вже будуть намагатися скажімо так, пришити історію з розмінуванням Чонгару і нездатність захистити Південь. Йому згадають нещодавно історію з відпочинком в Домінікані, ці фотографії. Тобто у нього почався етап формування антирейтингу. Він буде поступовий, неймовірніше за все, вороги, опоненти Залужного будуть сприяти і підливати масово вогонь, тому Залужному потрібна сильна медійна політична команда. А точніше, Залужному треба вирішити 3 проблеми. Перше – медіа. Друге – ресурси, не лише гроші. І третє – йому потрібно вирішити питання свого оточення, команди. Ну, то есть команды. Не порошенковцы в команде, вот эти, которые воевать, надо армия, мова. Вот, выборы не нужны. То есть, смотрите, там уже говорят, надо и работают с Залужным, и понятное дело, но выборы как-то вот, ну, выборы по правилам Зеленского. Так чей Залужный, Зеленского или Порошенко? Порошенко вот вообще рогом упирается против выборов. Рогом. Говорит, войну надо заканчивать, армию надо, армией заниматься. Но технологически минусуют одних, вторых, третьих. Даже Притулу и того минусуют. Но у него немножко по другому поводу. Деньги не собираются в фонд. Разу йди візьми гроші у Міндіча. Я не чув хіба що від бездомного пса в себе на районі, а так, в принципі, в соцмережах це заполонило. Стосувалося не тільки там наших волонтерських, наших ініціатив там по зборах на потреби армії. Я заходив під дописи про збори інших волонтерських ініціатив і навіть військових корпусів, бригад, які там кажуть, нам треба ось на це, поможіть. Люди пишуть, йдіть в Міндіч. Представляете? Представляете? Он говорит, народ после Миндича сломался. Почему? Потому что я Притула, я же везде, на каждой заправке моя фоточка, я же вот дроны собираю на помсту, на все остальное. А мне говорят, дай денег, бизнес там еще кто-то. Говорит, иди в Миндича возьми. Даже военные, которые говорят, вот мы военные, мы там стоим здесь, там на Запорожском, на каком-то другом, нам нужны, а им пишут в соцсетях, у Миндича возьмите. Військовим. Тобто, я б дуже хотів, звичайно, сподіватися, що це все російські ботоферми, але реалії життя говорять, що, на жаль, не завжди. Тобто рівень агресії вже сягнув цієї історії. Це є величезний біль українського суспільства, це образа, яка кудись має вихлюпуватися, це плювок в лице людей під час війни, які погодилися на певну централізацію влади в руках обмеженої групи осіб. Каких осіб? Какую люди, которые согласились? Так а как эту власть забрать? Ну, Порошенко говорит, выборы не нужны, война нынче. Залужного он минусует, но он там как-то готовится. Зеленский говорит, будет законодательство готово, мы готовы провести выборы. Ну, то есть, в смысле, а как поменять власть? Ну как? Вообще возможно поменять власть? Да всем плевать на эту власть. Миндич, он страдает, Притула. Не страдай, Притула, собирай активнее деньги. Забудут о твоем Миндиче. Обо всем забудут. Постараются пропагандисты Банковой. Це скуф. Тобто він заскуфився. Навіть Комаровський на його тлі не виглядає скуфом, тому що Комаровський, він буквально всю свою кар'єру побудував на тому, що він скуф. Значит, сотрудник компании, связанной с делом Миндича, энергетической компанией, писающийся прокурор из Луганска Сергей Иванов. Почему сотрудник? Ну, у него же бронь оттуда, он же там работает, наверное, по ночам. По ночам работает. У вас света нет. Почему? Потому что энергетика в надежных руках. У него бронь. Он светлячок. Светлячок. Обсуждает с Петровым Гордона. Гордон недавно выложил пост. Все, твари, вам хана. Ну, что-то в этом духе. И
понесли, собственно, стало известно, опубликовали. Откуда у этих людей, которые критикуют всех уклонистов, откуда у них брони? Как откуда? Этот вот, пожалуйста, Светлячок. Він був молодшим, він уже був скуфом. Він такий був, знаєте, добрий доктор Айболіт, оце от все. Мені здається, що використовувати сучасні ж організми до таких людей, як Гордон, до таких людей, як Комаровський, це робити їм великий комплімент. Вони Так, сотрудник мемориального кладбища врывается и говорит, ну он отвечает за информацию. Там непонятно, за что отвечает Иванов в своей компании Светлячков. Он же энергетику бережет, занимается, чтобы свет был у всех. А вот Петров за кладбище отвечает, за информационную политику на кладбище. И говорит, не употребляйте такие слова в отношении Гордона и Комаровского. Они недостойны. старе добре слово лайно. Вони старе добре слово зрадники. Гордон, який говорив, що Зеленський підпише капітуляцію, що Путін сильний, а Зеленський слабий. У нас тепер в топі YouTube, він у нас авторитетна людина. Ой, и завистливый там на кладбище еще. Говорит, в топе YouTube, человек, да, то есть еще и зависть прет. Шуфрич виходить під заставу. В Верховній Раді України знаходиться партія ОПЗЖ. Що буде за рік? Вам розжувати, чи ви всі чудово і без мене це розумієте? Конечно, предательство. Кто-то же предал, кто-то же слил документы, откуда у вас бронь. Шуфрич, к слову, так и не вышел под залог. А ПЗЖшники не собрали пока денег, а адвокаты торгуются за меньшую сумму. 33 миллиона гривен там с половиной или с копейками. Ну, сколько там, 700 тысяч долларов. Для ОПЗЖшников, ну что, нельзя там скинуться. Это должны быть белые деньги, которые отдадут в залог. Шуфрич отобьется, они вернутся. Шуфрича посадят, они ж вернутся. То ли, наверное, в курс гривни никто не верит, который летит в тартарары, то ли в чем в другом причина. Ну, в общем, Шуфрич пока на месте, в СИЗО. Нет пока денег его как бы быстро выкупить. Это там за других народных депутатов, там Анну Скороход, быстро-быстро сразу раз, и там и залог поменьше, но тем не менее. А вот Шуфрич, видите, как эй, моряк, ты слишком долго плавал, долго сидел, и, видимо, не нужен Шуфрич вот этим ОПЗЖшникам. Хотя, конечно, сигнал поступил такой достаточно, прецедент. Неужели что-то начало меняться? Многие даже с Будановым это начали связывать. Нет. ОПЗЖ нищие. Не нашли денег. Ну, почему на ОПЗЖшников киваю, там не на кого-то другого, потому что в комментариях средств массовой информации его сын Александр, который, кстати, служит в ВСУ, говорил о том, что, однопартийцы скинутся, все ж не бедные люди. Пока не скинулись. Будем следить, скинутся или не скинутся. Но вот эти два персонажа, конечно, минусовка, это все для них, это все их, это все их. Они могут оправдать все, что угодно. Все, что угодно. Пока они вот там уклонисты под бронью. СЗЧшник, опять же, в том же городе Днепре, взял в заложники мать. И вот такой спецоперацией, собственно, его пытались выкурить и все-таки задержали. Люди просто сходят с ума. Последствия войны. По голове ей дал, конечно же, в заложники взял. У него там нашли, чего надо нашли, все быстренько обыскали. Гранаты там. Вот, СЗЧшник, понимаете? И таких полстраны понапиваются. Родную мать готовы в плен взять. Почему? Потому что надо заканчивать войну. Потому что утопает все в этих ужасных случаях. Ровенская область. 17-летнего курсанта военного нашли с веревкой на шее. По информации местных пабликов, 5 сержантов заставляли первокурсников есть с пола и пить соленую воду. Еще сообщают, что старшина вот этого Павла, 17-летнего, избил, а все издевательства снимали на телефоны.
в воюющей-то стране, где 17-летний курсант, несовершенно ребенок по закону и вообще, решил связать свое дело в Ровенской области, да, с военным делом, решил связать и, так сказать, служить, воином стать. А там вот такие порядки. Чем вот эти... И причем, знаете, как нам говорят? Прошедшие войну, это же вот бывшие в горячих точках, они же, ух. Ну вот вам, пожалуйста. Довели Павла. Они ж, наверное, проходили, я так понимаю, в горячих точках бывали, на направлениях, посадки же штурмовали вот эти сержанты и старшина. Или нет? Война — это плохо. Войну надо заканчивать. Но некоторые занимаются другими вещами. Ну, понятное дело, да, что из этой страны, во-первых, из той же Ровенской области прям люди бегут, понимаете? Бегут. С обморожениями и госпитализацией. Закончилась попытка на севере Ровенской области, той же области, где случился вот инцидент с 17-летним курсантом, завершилась вот попытка бежать за границу. Значит, на севере погранцы обнаружили 2 нарушителей, которые планировали незаконно пересечь границу и попасть в Евросоюз. Во время движения нарушители заблудились в лесном массиве, потеряли ориентировку. При сложных погодных условиях, температура минус 20, они переохладились, обморозили конечности, самостоятельно даже двигаться уже не могли, поэтому погранцы их вынуждены были чуть ли не на руках выводить из реса. К слову, для тех, кто, может, забыл, или тех, кто, не припоминает, Ровенская область. Посмотрите внимательно. Ровенская область. Область Украины, которая не граничит с Евросоюзом. Тут 2 варианта. Есть такая программа, да, в общем, переходишь к белорусам, они там тебя держат, а потом отправляют через Польшу. Ну, как бы, да, через Польшу, а в Польше уже остаешься. Возможно, так. А возможно, просто нельзя было говорить, что они в Беларусь собрались. Но заблудились в лесу, в Ровенской области. И информационное пространство, вот оно наполнено и переполнено вот этим всем. Да? И, если честно, то даже немного страшно становится от того, что нам пытаются вложить. Пресса, разные там лидеры мнений, разные там товарищи. Ну, вот, например, все же ждут завершения вот этой эпопеи. Трамп даст гарантии европейским войскам, которые войдут в Украину, или не даст? Даст или не даст? Financial Times пишет, что до сих пор не дал, не поддержал. Все пишут, что на следующей неделе встретятся Трамп и Зеленский во время форума в Давосе. Там туда съедутся Италия, Германия, Франция, Канада, Великобритания, лидеры. И президент комиссии фон дер Ляйен. Главная цель встречи – заручиться поддержкой США по гарантиям безопасности Украины, которых они предложены в Париже, но они не одобрены, их нет. Без США ничего этого не произойдет, сказал один европейский чиновник изданию Financial Times. Европейские столицы обеспокоены масштабом личной приверженности Трампа поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией. Личная приверженность. Он на Украине деньги собирает. Его кореш, он вчера, хотя известно стало об этом несколько дней назад, но вчера забрал литиевый рудник
в Украине. Нормально так забрал. 2% от добытого будет отдавать, типа, государству. Очень выгодная сделка, нам рассказывали, Свириденко подписала. Аж премьер-министром стала, с Бессентом. Помните эту всю эпопею? Тоже обсуждали и на шуме, и с гостями. Что там за приверженность? Исключительно меркантильная. Исключительно меркантильная. Мне вообще вот это, знаете, вот эта вся история, ну, напоминает, что у нас какое-то такое королевство кривых зеркал. И Трамп ведет себя так, как он хочет. С теми, с кем он хочет. Вот, например, история, я рассказывал в прошлом шуме, вы помните, про в Миннесоте, про протесты. Протесты против вот этой миграционной полиции. Жуткие протесты против Трампа. Они же тоже выходят, вот это шатают, как бы пытаются тему мигрантов, тему... Представляете, украинцы тоже начали бояться этого. Вот девушка Соня из Миннесоты. Мені страшно виходити з дому в штаті Міннесота. Всім привіт, мене звати Соня. І я реально в розпаді. Я не буду монтувати це відео, я спробую якомога швидше розказати, що в нас відбувається, і також це буде в інших відео, бо в одне я точно не вміщуся. Дуже багато представників ICE, і вже кілька моїх знайомих заарештували. Вчора заарештували мого друга, він працював кабельщиком на Xfinity, мав такий довгий мінівен машинку і драбину на ній зверху. Не був жилець. Йому дали буквально хвильку подзвонити дружині, він подзвонив, сказав, що його заарештовують, і за це усе. Такое ощущение, можно, если бы она не рассказала, что она в Миннесоте, что человек работает... Вот с момента, допустим, где он работает, можно было подумать, что она из Украины вещает. Нет, из Америки. Поки був дійсний дозвіл на роботу до жовтня 26-го року, а також пендінг TPS, тобто подача на TPS. Відповідно, я пробую хоч якось допомогти, повпливати на ситуацію, шукаю інформацію. Бросается, наверное, в бус FPS, ICE, да, вот это. Бросается в бус, пытается бороться, снимает на телефон. Что-то делает, как настоящая украинская женщина последних лет. Інформаційні ресурси, шукаю адвокатів. Ми також запустили свій збір для того, щоб збирати кошти, бо адвокати – це така недешева тусовочка. Сподіваюся, що я зможу бути вам корисною своєю історією, і ви зможете поділитися своїми історіями, і таким чином ми зможемо зрозуміти, що відбувається, як правильно себе вести, як не попадати в такі ситуації, а якщо ти, не дай Боже, попав, що конкретно робити, для того, щоб чим пошвидше вийти з детеншн. На зараз нашого друга відправили в Техас, як і більшість людей, яких я знаю, яких затримали. Їх відправляють або в Техас, або в Луїзіану. Кажуть, що в нашому штаті детеншни переповнені. От, така вот ситуація. так. Приїхали. Приехали, вот такая ситуация. В Техас, в Луизиану, давай, шуруй. В нашем штате много вас. Давайте, мигранты. Адиос. Ну, вот такие порядки. Захватили все, там, адвокаты. Вот вам и украинцы в Соединенных Штатах Америки. Вот вам как бы реальная вот история. И сравнивают не просто так этих ICE и ТЦКшников. Хотя, конечно, это несравнимые вещи, да? Потому что, как ни крути, ну, ты вот в другой стране. Ничего страшного, американцы придумают. Они рудник отдадут другу Трампа, они BlackRock'у как бы скажут тебе рабочее место предоставить и отправят тебя назад. Все очень просто. Трамп жуткий капиталист. Трамп все это, ну, как бы сечет. А куда назад отправлять? А какие будут рабочие места? Кто об этом скажет? Кто вообще может хоть что-то сказать? Да? Вот, что будет честно, открыто, без отсылок к какой-то пропаганде? Сегодня так много блогеров показывал. Давайте еще одного покажу. Причем знаком с ним лично по там Паза прошлой жизни. Потому что он тоже из Луганска. Его там долго, скажем так, смаковали там разные блогеры, разные там, да, есть такой Стас Ай как просто, там заочную дискуссию с ним, снимают это все по ТикТокам. Но я хочу даже не сколько о нем лично, потому что лично человек выбирает свою судьбу, да. Ну, какая разница там, был человек, не был, в какой жизни, кем, когда. Крайний раз и последний раз я его видел, может, последний, там, на кастинге на каналы, за которые сейчас всех шельмуют, понимаете? Не прошел. Ну, так бывает. Зато сейчас абсолютно другой. Ну, выбрал свой путь, нащупал, так сказать. Он говорит, давайте не о нем, о том, что он говорит.
Значит, он говорит, что о проблемах не надо говорить, не надо рассказывать. Делиться с россиянами. Ему задают прямой вопрос. Вот смотри, Притула жалуется на Миндича. Люди в квартирах ползут на 15 этаж, язык на плечи в Киеве, и говорят, Миндич. О проблемах. Ну вот какой шикарный ответ. Шикарный же ответ. А почему бы тебе не рассказать про ТЦК и кореша Зеленского Миндича? Или методички пока не подвезли? Интересуется Николаевич. А ты можешь представить, Николай, что во время Второй мировой советские люди обсуждали с немцами проблемы в совке? Или чтобы англичане вели дискуссии с немцами про ошибки Черчилля? Смотрите, немцы и советские люди обсуждают проблемы советских людей. А французы, да, тоже, ну, то есть во время войны. То есть ему задают вопрос, не хоть вот там проблемы такие там про Россию, это же очень модная тенденция сейчас рассказывать, как в России, в общем, там, ну, это прям целый жанр. Это, Гончаренко об этом часто пишет, туалеты на улице, вот это все, выплаты, не хватает ничего, в общем, тоже там пьяницы, беззаконие, ветераны СВО тоже там с гранатами и так далее. Мол, а что ты ж украинец, что ж ты про Украину не рассказываешь? Ну, вот как бы так можно было считать вопрос, но он считывает по-другому. А почему я тебе, россиянину, с тобой должен обсуждать эту тему? Ведь эти не обсуждали с этими, те не обсуждали с этими. Ну, такая манипуляция. Или, быть может, американцы вели моральный дискус с Аль-Каидой, обсуждая уровень преступности в штате Луизиана прямо сразу после 11 сентября? Ну, Аль-Каиду вообще-то они и создавали. И с 11 сентября все, ну, это как бы конспирология, все неоднозначно. Все там нормально у американцев. И ЦРУ разные как бы подходы имеют. Но тут же вопрос не в этом. Вопрос типа проблемы, почему я должен говорить о проблемах своей страны с тобой, агрессором. Или, быть может, израильтяне жаловались Хамасу на высокие налоги и космические расходы на свою оборону, которая съедает половину бюджета Израиля. Что-то я такого не припоминаю. Когда человек берет в руки оружие и идет в другую страну или поддерживает это, этот человек теряет право на морализаторство. Серьезно? А Трамп уже потерял право на морализаторство? Дельта, да? То есть потеряла на там, может, страны НАТО после Югославии потеряли право на морализаторство. Тут же, смотрите, еще очень интересно. Морализаторство. Значит, тут вопрос же какой? Украинец, русский. Мы не говорим о своих проблемах, чтобы, типа россияне, чтобы не радовались. Вот в этом смысл на самом деле. Поэтому мы будем говорить о ваших проблемах, потому что имеем право. Вы же агрессор, вы же к нам пришли. И ваши проблемы от того, сколько их у вас, зависит будущее ваше, как бы, сколько вы тут будете воевать. Я не обсуждаю с русскими внутреннюю политику своего государства, потому что это не их дело. Внутренние дела своего государства я могу обсудить с кем угодно, кроме вас. А вот ваши внутренние проблемы я имею право обсуждать, потому что размер ваших проблем прямо пропорционален размеру вашего присутствия в моей стране. Получается, что я могу обсудить со всеми свои проблемы, но не с вами. Но это же, подождите, это же публичное пространство. Это же публичная история. То есть мы не можем обсуждать Миндича, а то вдруг россияне узнают, что у нас в Рио прячутся друзья Зеленского, лепшие, прячутся в Израиле с кучей денег. Конечно, нельзя молчать, а то вдруг они там это все у себя. ТЦК, нет, надо рассказывать, какие там ваньки, вот это все, как плохо у них, как вот это надо рассказывать. А вот это, мы не имеем права, война же нынче. Моя страна не нападала на вашу. Более того, украинцы очень долго не хотели верить в то, кем вы являетесь и на что вы способны. Вы не имеете даже морального права задавать такие вопросы. Вы всегда обсуждали проблемы только других. Если посмотреть все ваши новостные ленты, то Новостные ленты? Давайте посмотрим разные новостные ленты. Это прям очень интересно. То есть человек судит о россиянах по новостных лентах. Тогда по каким лентам судить украинцев? 100% они о проблемах Запада и Украины. И никогда про ваши. Вот. Никогда про свои проблемы в России никто не говорит. Разве что про доли, но чуть-чуть. Чуть-чуть.
Ее там никак не могут выгнать с той квартиры, выселить, там приставы, вот это все. Вообще не говорят о проблемах России в России. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Я вот по-настоящему очень удивлен. Очень удивлен, как это работает. А работает же прекрасно. Приправили, немножко перчику добавили, немножко слезинку выдавили. И говорят, вот мы не можем говорить о своих проблемах, потому что, ну, это же с тобой получается, россиянин, а ты агрессор. Получается, ты публично не можешь рот открыть. Не можешь. Ну, разве что, может, на украинском языке. Так оно, в принципе, все понятно. Ну, там, ну, подождите, давайте так объективно, да. Нормальный украинский язык, он понятен россиянину. Ну, разве что, может, представителям россиян, каких-нибудь там народов, да, которые там, ну, у них свои языки, например, да. Но по большому счету всем ясно. Но мы не имеем права сказать ничего против, потому что это как обсуждать с российскими людьми в комментариях. То есть, и вот так, собственно, людям вбивают в голову, говорят, а что это я должен перед тобой тут, я найду... А давайте обсудим наши проблемы с европейцами. Давайте с американцами обсудим. Или американцы уже те люди, которые взяли в руки оружие, пришли на чужую землю, и с ними не надо морализовать. Ну, или как? Сейчас удары по Ирану пойдут, вот, например, да? Ну это же Иран. Иран же он как бы за Россию, поэтому с ними можно. То есть вот эта кластерность подходов абсолютно убивает публичность обсуждения. На публике честно, открыто, понятно то, что не устраивает. В измученной стране, в тяжелейших условиях, да, продолжающую бороться, потому что никто не нарисовал другого пути. Трамп не дал гарантий европейцам, что те, когда типа придут, а война закончится, они придут. Вы понимаете, какая история? Трамп выходит и в глаза говорит, я твой единственный козырь. А ты, украинец, сиди и молчи. Тяжело тебе? Ну, ничего страшного. Потерпишь. Вот так это все работает. Чем дальше вот это вот углубляешься и слушаешь вот подобные вещи, ты по-настоящему, наверное, понимаешь суть. Вот есть такая тоже интересная специалист по НЛП Алуника Добровольская. Алуника Добровольская. Вот смотрите, вот это вот вот этот блогер, да, он как бы апеллирует к обществу, да, это как бы лидер общественного мнения, вот это вот общество. А общество не существует с точки зрения специалиста по НЛП. Вот люди говорят, общество навязывает. Я всегда спрашиваю, что такое общество? Никакого общества не существует. Социум. Никакого социума не существует. Есть конкретные люди, которых зовут там Вася, Петя, Коля, про которых ты думаешь, что они думают, что ты думаешь, что они думают, что тебе не понравится. То есть вот человек, он опутан большим количеством галлюцинаций. Так было всегда. Всегда так было. Человек опутан большим количеством галлюцинаций, вот этих, это называется veils, ну как бы занавеси, в кабале так и называется, завеса. Блокираторы. Нет, вот завеса, вот знаешь, вот тут вот висит, да, вот раз завеса, два завеса, три завеса. Вот если там будет какая-то картинка, и вот повесить несколько этих самых, мы вообще не будем понимать, что там. И вот в принципе всегда так было, что человек существует в большом количестве завес. Но когда в середине 20-х прошлого века действительно появилось такое понятие, которое потом стали называть пропагандой, потому что на самом деле такого понятия не существовало. Оно появилось в середине 20-х прошлого века благодаря Эдварду Бернейсу. Когда сигареты... Нет, Эдвард Бернейс, это такой человек был, он прям написал книгу «Пропаганда». И вот понимаешь, вот люди находятся все время в иллюзиях. Они думают, что пропаганда это было всегда. Нет, она была, те принципы, по которым нам сейчас промывают мозги, они были созданы в середине 20-х прошлого века. И я вот вам на курсе тоже про это рассказывала, когда люди говорят про слово национальность. Ну, то есть задумайтесь, вы посмотрите, слово национальность 250 лет не существовало. Его просто не было, не было просто. То есть она искусственно придумана для того, чтобы как раз религиозные войны закончились в средние века, и уже невозможно было заставить простых людей убивать друг друга. И придумали слово национальность. Ну все. То есть национальность и вот эта вот вся история придумана ровно для того, чтобы воевать, ну уже под другим соусом.
Вперед, отличный. И вот когда Эдвард Бернейс появился и написал эту книгу, то именно вот на основании его книги потом, и это тоже не секрет, это все можно найти, спросите у вашего любимого чата GPT, значит, Геббельс создал пропаганду фашистской Германии. А потом на основании этого было создано то, что мы сейчас называем что? Пиар. Маркетинг. Пиар, маркетинг, блогеры, все остальное. То есть, на самом деле, все максимально же просто. Максимально просто. Но все это приправлено, каким-то визионерством, что ли. Визионерством, которое опирается на то, что что-то произошло. То есть, что-то вот случилось. Какая-то вот новость пришла. Но вот та же Алуника говорит, нет никаких новостей. Как и общество, общество, да, общественного мнения, их тоже не существует. Новостей нет. На самом деле, уже давно новостей не существует. Все, мы живем во времена постправды. Даже, извините, не постправды, а метапостправды. Когда новостей не существует. Все, что люди называют новости, это версии чьих-то мнений. Это просто версии. Это версии. То есть, если просто переназвать это, представляешь, вот просто вот знаешь ты, раз, и перестаешь вообще использовать это слово. И говоришь слово версии. Или мнение. Или мнение. И такой вот просто все каналы, типа новостные, переназываются канал версий. Или канал мнений. Все, уже интересно, уже смешно. И ты понимаешь, что этот канал ведет там какой-нибудь там Васек, да? И ты пишешь мнение Васька. И все, и он пишет. И когда ты понимаешь, что на самом деле никаких новостей нет, то ты тогда, вот у тебя уже снижается доверие. Потому что на самом деле слова нас обманывают. Я просто рассказываю, и вот думаю, что вы не перегрузите аудиторию. В НЛП было вот много отцов-основателей. Один из них, известный очень антрополог, исследователь Альфред Карджибский, однажды провел эксперимент. Он позвал своих друзей на вечеринку и дал им печенье. Дал им печенье, они поели это печенье и говорят, очень вкусное печенье. Он показал им коробку, это было собачье печенье. И они говорят, фу, какая гадость. Он говорит, пока вы не знали, что на коробке написано собачье печенье, вам было вкусно. Это, значит, один из таких небольших экспериментов, который подтверждает его известную цитату, которая звучит так. Люди едят слова. Вот если человеку сказали, смотри, новости, человек просто, хотя он не глупый, у него есть 3 высших образования, он просто как попка дурак, он верит, что это новости. А это никакие не новости. Это не новости. Это версии и мнения. Да, вот так это все в принципе и работает. Вот только так понимать происходящее и, внимание, морализаторство, что вообще отдельная история. Вот только так нужно. И, простите, бывает вкусное собачье печенье, а люди едят слова. И люди едят это. Петров завидует Гордону, что у него куча подписчиков на YouTube. Да? Другой блогер рассказывает о том, что я не буду говорить о проблемах, о Миндичах, потому что с тобой о чем говорить. Да? То есть, а как будет там говорить гитлеровцы и там Красной Армии о проблемах? Проблема в том, что говорят о проблемах, говорят о новостях, но выжимают чушь. И получается на выходе чушь. Луганская областная государственная администрация. Вот смотрите, это новость. Новость. Объявила прием предложений по поводу того, чтобы переименовать районы в городе Луганск. Согласно разъяснениям Украинского института нацпамяти, название Артемовского, Жабтневого, Ленинского района в городе Луганск коммунистический тоталитарный режим декоммунизировать надо. Луганская обладминистрация объявляет прием названий касательно переименования этих районов в Луганске. При подготовке предложений должны учитываться общий порядок наименований районов в городе. Закон там же есть про присвоение юридическим лицам и объектам собственности, имен, да, имен собственных. Предложение по названиям районов в городе Луганск с соответственными обоснованиями соответствующими принимаются до 20 числа этого месяца, этого года по электронной почте. В комментариях разрыв, конечно. Вот откровенно говоря, хороших не было от слова совсем. некуда деньги девать, мне
на название, я больше туда никогда не приеду из-за оккупации. Серьезно? Реально выглядит как полный абсурд. Сейчас Луганск оккупирован, туда никто не поедет. А еще интересно, сколько на это денежек нужно? Подготовка решений, юридическая работа 50-150 тысяч гривен, 15 тысяч гривен замена табличек, 50-100 тысяч гривен госреестры, 20-50 тысяч информационная кампания, вместе 150-300 тысяч. Просто на бумажке. Просто бумажка. Фактически ничего делать никто не будет, просто символические траты и абсолютно понятное возмущение людей. Когда почти через 12 лет после начала российской агрессии существуют районы с названиями Ленинский, Артемовский и Шептневый, это ганьба. Нужно было давно это исправить, пишет какой-то Павел Островский. Хорошо, что это в работе сейчас, потому что нужно было сделать еще в 16-м в рамках декоммунизации. Ныть, кому жаль Ленина, в общем, нытиками он доволен. Ну, тут пишет, лучше про людей подумайте, которые из Луганска, которые стали никому не нужны, даже не имеют места регистрации в реестрах. А название улиц, конечно, легче поменять, чем про людей подумать. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, давайте поменяем название районов города Луганска. Вот где важно. Вот где вот. Тот же блогер, который россиянам запрещает и с ними не хочет ни о чем говорить, о каких-то проблемах. Ну, он же тоже из Луганска. Я тоже из Луганска. То есть, понимаете, в чем? Ну, то есть, давайте поменяем. Во решение. А зачем? Потому что декоммунизация это вот защитит Украину. Сегодня, будем скоро подводить итоги вопроса, сегодня, смотрите, не назначили, хотя готовились и хотели, министра энергетики, ужас с энергетикой, министра обороны, ужас, что с обороной, министра цифры, ой, как хорошо у нас цифры, ну там же министр обороны сейчас, да, цифровизация. То есть вот этих министров, глава СБУ, с СБУ все хорошо, но хоть Малюка уволили. Он говорит, я сделал все, что мог, прочитал там орешники. Я орешник уничтожил, когда никто не знал, что это орешник. Паутину, мосты взрывали, атаковали. Короче, я остаюсь в СБУ, говорит Малюк, буду служить народу Украины. Все его уволили, а нового главы СБУ не назначили. Среди этого всего паноптикума сегодняшнего заседания Верховной Рады Піпа вилізла на трибуну. Піпа. Російська мова ворога. Публічне використання мови ворога є ознакою підтримки ворога. Я хочу дуже просити, щоб почули це нарешті колеги в цьому залі, але також згадати про те і подякувати журналістам, які насправді показали реальність, в якій ми живемо. Те, що сьогодні в столиці, в Києві, існувала школа, яка не співала гімну України, яка не виконувала хвилину мовчання, а співала гімн Росії і використовувала для цього мову ворога, є показником нашої спроможності. Ми маємо великого ворога, якому є 140 мільйонів ззовні. Короче, у нас большой враг. Она там, смотрите, русский язык, язык агрессии. Там вообще, конечно, очень внимательно ее слушали все. Вообще всех внимательно слушали. Федорова внимательно слушали. Ходили там, рядили, там, тусили между собой. Бардак, понимаете? Но она выходит на трибуну и говорит, школу закрыли. Какую? При монастыре. Фактически не являющейся школой, не являющей... Гимн России там, оказывается, пели. Там гимн Украины, там, в общем, ужас что. Кошмар какой-то. Она была при монастыре. Голосеевской пустоши. Уже есть конкретное заявление людей, говорят, да, ребята, нас оклеветали, это все ерунда, это все преподнесли вот так. Просто люди, там, прихожане церкви, обычные люди, не прихожане церкви, хотели, чтобы математику учили по нормальным учебникам, хотели, чтобы, собственно, литературу русскую читали. Литературу русскую, которая к Путину не имеет никакого отношения. Хотели, чтобы люди, образовывались дети с 1 до 9 класса. Понимаете? Нас вот эти пипы ведут же как с Порошенко вместе в Европейский Союз.
Вот костел святого Иосифа в Гельзенкирхене, это Германия. Вот что там. Теннисный столик, всех цветов люди, баскетбольная площадочка, молитва телом, что тут? Смотрите, вот побросали под органчик, все хорошо, церковь. У них отношение такое к церкви. Это, кстати, усугубилось-то. Раньше такого не было. Да, но тем не менее. Это их дело, это их представление о том, что церковь это как место сбора. Да, это не там, не храм, там нет Святого Духа, он там не живет. Но это их дело. Но нас же смотрят на картинку. Туголобые пипы. И говорят, о, нам тоже так надо. Поэтому давайте голубцы крутить, еще все остальное. А там читают книги, изучают что-то. Просвещение там при церквях всегда было. Писать учили. В Украине, в той же Малороссии в том числе. Также последние дни очень сильно все на вот эту девушку окрысились. Значит, конгрессвумен, значит, Анна Паулина Луна обратилась в Ватикан из-за преследований УПЦ. Значит, она жалобы, притеснение УПЦ туда передала. И вот за жалобы на то, что деньги налогоплательщиков США не должны направляться правительству, которое преследует христиан. 9 числа она сообщила, что обратилась в Ватикан из-за преследований Украинской Православной Церкви, подчеркнув недопустимость финансирования таких действий за счет американских денег. По словам Луны, поводом для обращения стала информация, получаемая от представителей УПЦ, а также от членов украинского правительства. Помимо Госдепа, завтра утром я намерен обратиться в Ватикан в связи с информацией, которую получил относительно преследования православных христиан в Украине. Она подчеркивает, что не должны Штаты поддерживать власть, причастную к гонениям на верующих. Американские налоговые, это не должны оплачивать. Да? Ну и, говорит, Ватикан, ты ответственный за информирование международного общества о гонениях христиан. То есть, смотрите, это же очень... Почему все так вот засуетились вокруг Анны Паулины Луны? То политзаключенных, то вот это вот про церковь. Она четко говорит, ты, папа, ты, престол, ответственен за то, что христиан преследуют. Православных, ну так а что, не христиане, христиане. Подобное преследование в Украине системный и документально подтвержденный характер имеют. Пожалуйста, христиане преследуют. Стефанишина говорит, нет политзаключенных. Специальная там есть помощница, зам, теперь получается Буданову перекочевавшая, зам по этой этнополитике, говорит, нет преследования, нет, ничего нет. Более того, что свидетельствует, что нет преследования? Христиан много. Я, если честно, немножко был в шоке от этой новости. Но она вот прошла. Тернополь. Муж и жена назвали своего ребенка, который родился, Іудой. Подружжя Шевченків, а це їхній 4-місячний син. Малюка назвали Іуда. Юдик. Юдик. Да. Юдик. То есть родился мальчик, Юдик, Иуда. 2 человека так назвали в Украине за последнее время, то есть за год, там, ну, когда эта статистика идет, 2 таких только. Вот эта семья, еще кто-то. Юдик, Іуда. Іуда Кирилович. Хлопчик – друга дитина в Україні, яка має таке ім'я. Вибір, кажуть батьки, був свідомим. Рішення прийняли ще задовго до народження сина. Інших варіантів не розглядали. Адже саме ім'я Іуда має глибокий зміст для їхньої родини. Іуда. Коли я читав Біблію і читав благословіння для коліна Іуди, для самого Іуди, то там було саме царське благословіння, що вони будуть царями, вони будуть правити, і всі коліна склоняться перед ними. Цари, править, все колени склонятся перед ними. Нормальное вообще значение слова Иуда. Чего вы пристали? То і тоді я зрозумів, що я би хотів, щоб
це благословіння було на моїй дитині. Етимологія ім'я Іуди славити Господа. То такий ми сенс і закладаємо. Поняли? Иуда – это вообще там в переводе «славить Господа». Поэтому мы Господа славим, мы христиане, вот сына Иудой называем. И все так думают: о, классная позиция. Надо вообще популяризировать это имя в Украине. Назвали бы ребенка Иудой? Напишите в комментариях, пожалуйста, очень интересно. Мне, знаете, вот эта вот вся история напоминает вот эту шутку отчасти. Болит спина, значит, вас ударили копьем 700 лет назад. Ну, так. Это вырезка там из этих там очевидная, явная, очевидно невероятная. Ну и все. Это ж в переводе «хвалить Господа», значит, будет Иуда. И 33 серебряника ему. Вот как-то так, дорогие друзья. Ну, а для тех, кто верит, что человек произошел от обезьяны, новость, которая сегодня может завершить наш сегодняшний шум. В Японии умерла самая известная в мире обезьяна. Шимпанзе по кличке Ай было 49 лет. Она родилась в Западной Африке. В 1977 году ее отправили в Японию. В Киото Ай стала главной участницей исследовательской программы, посвященной изучению мышления шимпанзе. В 1,5 года приматы установили специальную клавиатуру для обучения. Животное умело считать, цвета распознавать, определять различные объекты. В свободное время шимпанзе любила рисовать, причем делала это потому, что хотела, а не за еду в качестве награды. И, кроме того, однажды Ай вместе с другим приматом сбежали, использовав ключи, чтобы открыть клетку. Причинами смерти стала старость и отказ внутренних органов, сообщили в Институте исследования приматов Киотского университета. Даже Ай не пережила всего происходящего. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, друзья, всем, во-первых, большое спасибо за суперчат, суперподдержку. Спасибо за то, что пишете, за то, что и поддерживаете, и, конечно же, за то, что мы вместе, и за то, что голосуете. Итоги кадровых голосований в Раде приплыли, без кого воюющей стране труднее будет. 12% Минцифры, 18% глава СБУ, и тут 30% Минобороны и Минэнергетики 39%. Это же тотальное дно, это же распил сумасшедший, это же надо отвечать, это нужно в наследство иметь прошлого министра энергетики деятельность. Поэтому да, поэтому точно. Так, да... Было ведь два Иуды, да, Искариот — это предатель Иисуса. Да, было 2 Иуда, безусловно. Но не принято вообще да. Ну, вот видите, они пошли против тенденций. Надо популяризировать в Украине это имя. Надо брать пример из тернополян. Так, друзья, давайте буквально несколько ваших вопросов, больше вопросов в воскресном шуме, но вот, собственно, определенные вещи не могу, с вами не поделиться ими. Вот пишет мне в рубрику «Колобок, куда мы катимся» мужчина. Мое имя Валерий, мне за 50, 4 года в Европе, жил в новопредставленном центре Дон области, имеется в виду Краматорск, наверное. В прошлом году постановление власти было о том, что необходимо получить инвалидам новые документы, чтобы получать пенсию дальше, но только в Украине. Я, к сожалению, получил группу инвалидности в 2020 году, и мое зрение уже никогда не вернуть. Глазной нерв отмер, и это подтвердили в Европе. Моя пенсия была 32 тысячи гривен, хотелось бы мне прочитать, но нет, 3200 гривен, которую я по 50% отправлял моим 2 детям из 3. Третий уже очень взрослый. Пенсию отняли. И на том спасибо, хоть не жизнь. Теперь вопрос. На доплату этой пенсии по инвалидности мне засчитают как донаты на жизнь офиса президента? И смайлики. С уважением к вам, Валерий. Желаю вам хороших крещенских морозов 19 января 26 года. Берегите и цените себя. Я благодарен вам за это письмо. Спасибо вам большое за то, что написали. Да. Они сейчас другую историю замутили. Все, кто за границей, пенсионеры любые, да,
они должны верифицироваться или через ДИЮ, а это пенсионеру сложно. Ну, сейчас, конечно, больше, по возрасту просто больше разбираются, вынуждены пенсионеры в ДИИ, в этом всем, иначе тоже пенсию не будут платить. Ну, то есть вот такая вот история. Даже ваши не 32, а 3200 тысяч гривен тоже очень нужны. Они ж, смотрите, как работают за ваши налоги, голосуют и предпринимают. Здоровья вам, конечно, и тоже со Старым Новым Годом, который вот уже вот-вот наступит по украинскому времени, по московскому уже наступил. Значит, Оксана задает вопрос в рубрике «Колобок, куда мы катимся». Пожалуйста, объясните нам, что случилось с международным сообществом, законами и правилами, и когда именно сильные мира сего решили снять с себя галстуки и фраки и надеть малиновые пиджаки. Что это? Новая эра справедливости? Мне страшно, моим детям придется наследовать такой мир. Пожалуйста, успокойте меня каким-то образом. Спасибо вам большое за вашу работу. Успокаиваю, Оксана. Все это временно. Все это временно. Придут за этими более-менее вменяемые. Ну, это точно так будет. Просто, смотрите, почему я так уверен, что это временно? Потому что в возрасте дед Трамп, в возрасте. Вы скажете, негде молодых брать, образование ни к черту. Разные есть. Есть люди постигающие, есть люди, которые мы нагоним. С точки зрения интеллигентности, выверенности, аналитичности мы нагоним. Просто не модная сейчас черта. Если, конечно, не случится другого, и всем не будет управлять искусственный интеллект. Армией, государством, бюрократией. Они для этого это и делают. Они вот для этого и делают. У кого только будет ключик, доступ к этому искусственному интеллекту. Но я думаю, что не все так будет гладко. И у хамлюк, которые подтираются международным правом живых, и у этих роботизированных тоже все будет не очень гладко. Поэтому это просто время такое, и его надо пережить. Скоро отпустит, скоро все поменяется. Ну, по крайней мере, если не надеяться на это, то зачем тогда сокрушаться по этому поводу? Так, значит, спасибо за размышления, чатовцы, спасибо вам большое за то, что посмотрели. Спасибо огромное. Так, значит, шум, пожалейте людей. Жалею людей. Жалко людей, конечно, всех жалко. Новое имя обсуждают, да, все шутят. Спасибо вам, Саша, спасибо, Михаил. Спасибо за эфир, благодарю. Да. Обыски у Тимошенко. Обыски у Тимошенко. Ничего себе. Да ладно. Да ладно. Обыски у Тимошенко. Да, НАБУ САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій на пропозиції, в общем, на предложение правомерной выгоде народных депутатов. Представляете? И в партии Тимошенко начались обыски. Да, так и Юлия Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о том, чтобы перейти или неформально присоединиться к Батькивщине за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передавал НАБУ всю информацию. Представляете, какая страшная история. От кого? От Юли такое? Да ладно, да не может быть. Ай. В общем, не нужны выборы. Теперь все поняли, почему Порошенко говорит. Никаких выборов. Никаких выборов. Слушайте, вот это вот, да, вот такого старого политика под старый Новый год подвели под монастырь. Есть, конечно, подозрение, что ничего не будет. Юля, конечно, тот еще боец. Но это, конечно, интересно. Слушайте, при всех была, при всех, собственно, и вот такая история, да? И зеленых, от зеленых тоже досталось. Посмотрим, что по поводу этого разоблачения. Ну вот, например, в Киевской области, да, вот тоже, да, вот что важнее, обыски у Тимошенко или то, что в Киевской области
вот конкретно в магазинах Ирпеня, которые мы показывали, хаос. Хлеб сгребают, хлеба нет. Вот что важнее? Конечно, Тимошенко. Смотрите. Информацию пока не комментировали, но тем не менее. Кличко вот там чинят тепломагистраль, показывают. Короче, ударными темпами, смотрите, ходит, благодарит коммунальщиков. Все круто. Батькивщину обыскивают. Все спрашивают, зачем вы скупаете хлеб? Зачем? Да потому что не будет хлеба. Да потому что люди, простите, люди четко понимают, что можно попробовать насушить сухарей, размочить, потом съесть. Эти люди в Киеве, зачем вы покупаете хлеб? Вот это вот на поздняках спрашивают. Потому что люди вспомнили, что можно кирпичину нагреть, горелку, печку выставить, соорудить мини какую-то, чтобы хоть как-то... Потому что довели людей. Поэтому и скупают хлеб. Так, новости по Тимошенко. Да, еще какие новости по Тимошенко? Алекс Шелест, что вы ждете хорошего в этом году? Ухода Зеленского жду. Ну, с вытекающими. Вот все-таки жду ухода Зеленского в этом году. Вырастет имя, поменяет, кто пишет по поводу Иуды. А может и не поменяет, привыкнет. Почему? Так, хлеб гребут правильно. Конечно, правильно. Так, друзья, сухарики сушат Зеленскому. Ну, возможно. Да, друзья, всем большое спасибо. Всем очень благодарен за сегодняшний шум. Надеюсь, будем встречаться чаще. Поставьте лайк, если вам понравилось. Напишите, что думаете в комментариях по поводу того, что мы сегодня обсудили и каким был этот день. Ну, если честно, так себе сенсация про Тимошенко. Ну, вот если честно. Ну, крутят Юлю, крутят. Ну, вот. Смотрите, как завтра все проголосуют. Муа! За всех, кого надо, Зеленскому. Ну, и все, собственно, сойдет на нет. Пленки Миндича слышали? Да. Или нет? Так они есть. Как суслик в фильме ДМБ. Добра и света. И со старым Новым годом. Хорошо пошумели.